Добрый день, дорогие друзья. Устраивайтесь поудобнее. Сегодня вас ждет необычная история. Знаете, иногда один единственный человек может все изменить. Хирург с призрачным прошлым, пациент без шансов и операция, которую назвали безумием. А что, если я скажу вам, что именно в этой провинциальной больнице случилось настоящее чудо? Чудо, которое заставило поверить в невозможное даже самых отъявленных скептиков. Приготовьтесь. Этот рассказ перевернёт ваше представление о надежде. Прежде чем мы начнём, мне очень интересно, из какой вы страны, дорогие слушатели? Напишите в комментариях, откуда вы нас слушаете. А теперь устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. А вы в курсе, что у нас в отделении лежит живой труп? Фраза прозвучала так, будто Антон Вячеславович не спрашивал, а констатировал нечто само собой разумеющееся, неприятное и слегка пошлое. И для пущей убедительности он выразительно, с сухим стуком, постучал указательным пальцем по рентгеновскому снимку, пришпиленному к доске. Месяц от силы, 1,5. И это, считайте, мой самый оптимистичный прогноз. Камилла Васильевна, словно отдернув руку от огня, поджала тонкие, почти бескровные губы, отложила ручку с такой точностью, что та легла ровно параллельно краю стола, и сняла очки, тонкая металлическая дужка которых на мгновение запуталась в седой пряди. Утреннее совещание в ее тесном, до отказа забитом папками и журналами кабинете, из окон которого открывался вид на унылый задний двор, шло своим чередом. Бесконечный разбор сложных случаев, тихие шипящие споры о методиках и вечная, как мир, проблема с финансированием, витавшая в воздухе густым туманом безнадёги. «Антон Вячеславович, давайте без этих ваших определений». Ее голос, обычно бархатный и властный, сейчас звучал приглушенно и устало, и она потёрла переносицу, словно пытаясь вдавить обратно накатившую головную боль. «У нас лежит пациент, человек, Кирилл Евгеньевич. И пока он здесь, в этих стенах, мы делаем для него всё, что возможно, и даже немного больше». За окном, не переставая ни на секунду, моросил унылый сентябрьский дождь, превращая захолустный Кадников в размытую бесцветную акварель, написанную водой на мокрой бумаге. Районная больница номер 3, громоздкое неуклюжее здание из серого кирпича 70-х годов постройки, мокло под низким свинцовым небом, словно старая, забытая всеми черепаха, под ледяными струями душа. Егор Павлович, заведующий хирургическим отделением, человек с лицом римского патриция и голосом, от которого, казалось, дрожали не только стекла в старом заскрипевшем шкафу с медицинской литературой, но и фундамент всего здания, сцепил мощные волосатые пальцы рук под своим тяжелым, круто выступающим вперед подбородком. «Камилла Васильевна, будем, наконец, реалистами», — произнес он, и каждое его слово падало на стол, как увесистый булыжник. Аденокарцинома поджелудочной с обширными, я бы сказал, тотальными метастазами в печень. Стадия 4. То, что мы предлагаем, даже не лечение, это паллиатив. Единственное, что мы, при всем нашем желании, можем предложить в данных обстоятельствах. Карина Вадимовна, самый молодой и потому самый робкий врач в этой душной, пропахшей кофе и старыми книгами комнате, осторожно, словно извиняясь за саму себя, прокашлялась, привлекая к себе внимание. «Я читала свежие исследования по таргетной терапии в сочетании с модифицированной». Начала она, но Егор Павлович тут же, не давая ей договорить, отрезал, повернув к ней лишь пол-лица. «Я читал, Карина Вадимовна, статистически незначимые, я бы даже сказал, призрачные результаты на выборке меньше сотни пациентов. И наша больница, к вашему сведению, не имеет ни оборудования, ни, что важнее, специалистов для...» Раздался стук в дверь. Резкий, уверенный, отрывистый. Он прозвучал как выстрел и разом прервал его плавную тяжелую речь. Без малейшей паузы на разрешение войти, без предварительного скрипа ручки, дверь распахнулась, отбросив в сторону накопившееся напряжение. И на пороге, залитый сзади тусклым светом из коридора, возник мужчина, при виде которого даже Егор Павлович машинально, почти незаметно, поправил свой безупречно завязанный галстук. Вошедший напоминал скорее замызганного туриста-экстремала, только что вернувшегося с сложного маршрута, чем посетителя строгого медицинского учреждения. Потёртая, в пятнах и подтёках, штормовка цвета выцветшего хаки
видавший виды, облезлый рюкзак за плечами, длинные, чуть вьющиеся волосы, собранные в небрежно низкий хвост, и густая рыжеватая борода, в которой, словно мелкие алмазы, поблескивали не успевшие высохнуть капли дождя. В руках незнакомец держал мокрый сверток из клеёнки, по форме смутно похожий на старинную карту сокровищ. «Доброе утро». Его голос был низким и хрипловатым, и он окинул быстрым оценивающим взглядом застывших в полном и совершенном недоумении врачей. «Максим Юдин, по вашему объявлению о вакансии хирурга». Антон Вячеславович фыркнул в кулак, прикрыв рот ладонью. Но этот звук был отлично слышен в гробовой тишине кабинета. Егор Павлович демонстративно, до самых волос, поднял густые темные брови, выражая всей своей монументальной фигурой безмолвный протест. Карина Вадимовна же, напротив, с нескрываемым живым интересом разглядывала странного гостя. А Камилла Васильевна несколько секунд просто молчала, изучая его с ног до головы, прежде чем произнести с ледяной вежливостью. «Вы, я надеюсь, ознакомились с требованиями к кандидатам?» Максим молча кивнул, стряхнул с плеча рюкзак и, расстегнув его одним ловким движением, извлек оттуда не папку, а прозрачный, идеально чистый файл с аккуратно подшитыми документами. Проигнорировав протянутую для рукопожатия изящную руку Камиллы Васильевны, он перешагнул через эту социальную условность и положил бумаги прямо перед Егором Павловичем. Диплом военно-медицинской академии имени Кирова с отличием. Он говорил ровно, спокойно, без тени вызова или хвастовства, будто отчитывался на плановом утреннем обходе. 2 основные специализации — полостная хирургия и травматология. Вот сертификаты международного образца. Последние 8 лет работал в полевых госпиталях — Сирия, Судан, Йемен. 3 полноценные миссии с врачами без границ. Егор Павлович все так же молча листал документы, и на его обычно непроницаемом лице с каждой секундой нарастало чистейшее изумление, смешанное с недоверием. Он пробегал глазами строчки, сверял печати, и его пальцы слегка дрожали. На последней, чуть помятой странице он задержался дольше всего, и губы его беззвучно шевельнулись, повторяя прочитанное. «Это рекомендация от Василия Григорьевича Калинина?» Выдохнул он, и это имя прозвучало в тесном кабинете, как внезапный раскат грома среди ясного, казалось бы, неба. Даже Антон Вячеславович перестал демонстративно листать почту на своем блестящем смартфоне и уставился на незнакомца. Он руководил нашим госпиталем в Алеппо, когда я там работал. Просто без всякого пафоса ответил Максим, словно речь шла о работе в соседнем райцентре. Камилла Васильевна почти выхватила тот самый лист с рекомендательным письмом из неподвижных пальцев Егора Павловича. Строгие, четкие буквы, размашистая уверенная подпись, личная, хорошо знакомая ей по медицинским форумам печать. Сомнений не оставалось. Подлинность была высечена в каждом штрихе. Что человек с такими... Она запнулась, подбирая слова, которые не звучали бы оскорбительно, но передавали бы всю глубину ее изумления. С такими рекомендациями и таким опытом делает в нашей провинциальной, полузаброшенной больнице, мягко подсказал Максим, и в уголках его карих, насмешливых глаз будто вспыхнули и тут же погасли крошечные искорки. И почему, собственно, явился в таком, с позволения сказать, виде? После 10 лет, проведенных в аду, среди крови, воняющей медным привкусом, неумолкающих стонов и вездесущей смерти, что въелась в кожу и в самое нутро, я искал тихое, спокойное место, где можно было бы лечить обычные человеческие болезни обычных, ни в чем не повинных людей. Где дети болеют ангиной, а не теряют конечности, подорвавшись на растерзанной ржавой мине. Он снял свою потрёпанную штормовку и, оставшись в простой черной футболке, предстал перед ними в новом свете, беззащитным и одновременно несокрушимым. На его загорелом предплечье змеился старый рваный неровный шрам, похожий на высохшее русло реки. Последние полгода я шел пешком, брел без всякой определенной цели через всю Россию. От самого юга и до вашего Кадникова. Своего рода терапия, попытка смыть с себя эту липкую пленку чужого горя. Маршрут сам привел меня в ваш город. Он развел руками, и в этом жесте была какая-то обезоруживающая простота. И тут я увидел ваше объявление о вакансии.
Думаю, это сама судьба, наверное, дала мне знак. Егор Павлович, не сдвинувшись с места, лишь плотнее скрестил руки на своей могучей груди, выстроив из себя живую крепость. В нашей больнице, молодой человек, нет места для рискованных экспериментов и экзотических, ничем не подтвержденных методов. У нас здесь традиции, железная дисциплина, репутация, которую мы бережем, и... Он сделал театральную паузу. И живой труп в онкологическом отделении. Негромко, но четко, словно вбивая гвоздь, добавил Максим, кивнув на оставленный на столе планшет Антона Вячеславовича. В комнате повисла тишина, густая, звенящая, сквозь которую был слышен лишь мерный стук дождя о подоконник. Антон Вячеславович перестал дышать, затаившись. Карина Вадимовна широко раскрыла свои огромные испуганные глаза. Егор Павлович медленно, с нехорошей тяжелой грацией поднялся со своего стула, и его тень накрыла половину кабинета. «Вы подслушивали под дверью?» — процедил он, и каждое слово было обледеневшим от ярости. «У вас отличная акустика в этих длинных коридорах», — абсолютно спокойно пожал плечами Максим. «И к тому же очень, знаете ли, внимательные санитарки. Одна из них, женщина в возрасте, с добрыми глазами, по дороге подробно рассказала мне о пациенте с раком поджелудочной, пока я ждал начала вашего приема». Егор Павлович прищурился, и в глубине его холодных глаз вспыхнул опасный хищный блеск. «Раз уж вы такой информированный», он сделал паузу, давая этому слову прозвучать с максимальным сарказмом. «И раз у вас на руках такие выдающиеся рекомендации, может быть, вы соблаговолите взглянуть на этот, с нашей точки зрения, абсолютно безнадежный случай». «Егор!» — возмущенно воскликнула Камила Васильевна, тоже поднимаясь. «Это не тема для...» «Нет, мне интересно», — неожиданно твердо произнес Максим, и его голос, не повышаясь, приковал к себе все взгляды. Он поднял руку, мягко, но недвусмысленно останавливая возражение главного врача. Что же скажет специалист с поистине мировым именем о нашем скромном провинциальном случае? Сладкой, ядовитой учтивостью протянул Егор Павлович. Антон Вячеславович едва сдерживал довольную ухмылку, предвкушая разгром. Карина Вадимовна закусила нижнюю губу до бела, явно видя весь глубину этического конфликта, но не решаясь вставить и слово. Камила Васильевна замерла в нерешительности, разрываясь между долгом и странным внезапным любопытством. Максим выдержал тяжелый, испытующий взгляд заведующего, не моргнув, а затем коротко кивнул. «Покажите мне пациента». Он наклонился и поднял свой потертый рюкзак с пола. «Я ничего не обещаю, ровным счетом ничего, но я хотя бы посмотрел». Егор Павлович ухмыльнулся, как сытый довольный кот, получивший, наконец, свою игрушку. «Тогда прошу за мной, коллега. Знакомство с Кириллом Евгеньевичем и будет вашим, скажем так, практическим собеседованием». Группа врачей, словно немое кино, двинулась к двери, создавая странную процессию. Камила Васильевна задержалась последней, и ее взгляд упал на мокрый грязный след от рюкзака Максима на чистом линолеуме ее кабинета. В этом сером унылом сентябрьском утре внезапно появилось что-то тревожное, колючее, и вместе с тем странно, иррационально обнадеживающее. Палата номер 16 выглядела как маленький трогательный островок человечности в стерильном бездушном океане больничной реальности. Настольная лампа под теплым желтым абажуром, потрёпанная книга в потертом переплете на тумбочке, старинные настенные часы с мерно гипнотически покачивающимся маятником. Эти вещи, как узнали позже, приносила по крупицам Надежда Петровна, пытаясь воссоздать подобие родного дома среди этих безликих, выкрашенных масляной краской стен. На подоконнике в простой стеклянной вазе стояли осенние астры. Их лиловые, чуть бархатистые лепестки казались особенно яркими и живыми на фоне белых, безжизненных жалюзей. Максим переступил порог первым, без колебаний. Остальные врачи остались тесниться в дверях, словно робкий свита, не решающиеся приблизиться к трону угасающего монарха. Кирилл Евгеньевич полулежал на кровати, высокий, когда-то должно быть могучий мужчина, чьи широкие плечи теперь уродливо торчали под тонкой больничной рубашкой, как вешалка под старым безнадежно висящим пиджаком.
Его глубоко запавшие темные глаза смотрели на вошедших устало, но с неизменным пронзительным вниманием. Рядом на табуретке сидела Надежда Петровна. Невысокая, хрупкая женщина с короткими седыми волосами и лицом, на котором смертельная усталость отчаянно боролась с несгибаемой, почти фанатичной решимостью. Она держала в руках раскрытую книгу. Палец ее замер на строке. «Прошу прощения за вторжение», — тихо, но отчетливо произнес Максим, останавливаясь в 2 шагах от кровати. «Максим Олегович Юдин, хирург. С вашего позволения, я хотел бы ознакомиться с вашим случаем». Кирилл Евгеньевич медленно, с трудом перевел взгляд на стоящих в дверях врачей. На знакомые скорбные лица, а затем снова на Максима, задержавшись на его непривычном, почти диком для больничных стен облике. «Еще один доктор», — прошелестел его голос, и в нем звучала беззлобная, но оттого лишь более горькая, усталая ирония. Неужели для окончательного смертного приговора нужна еще одна столь важная подпись? «Кирилл», — тихо по-семейному упрекнула его жена. Но в ее голосе не было настоящего упрека, только привычное, изъевшее душу беспокойство. Максим не улыбнулся в ответ, не стал произносить дежурных пустых медицинских фраз или слов ложного утешения. Он просто подошел ближе, его взгляд скользнул по лицу больного, и он спросил так же просто, как если бы зашел в гости. «Можно присесть?» Надежда Петровна торопливо, почти подобострастно поднялась, уступая свое место у постели. Максим сел на теплую табуретку, оказавшись на одном уровне с пациентом, и некоторое время, не отводя взгляда, просто смотрел ему в глаза, словно пытаясь прочесть в них что-то очень важное, скрытое за пеленой боли и лекарств. «Вы по образованию инженер?» — спросил он наконец, и его вопрос прозвучал так неожиданно и обыденно, что все присутствующие застыли в изумлении. Кирилл Евгеньевич слегка приподнял брови, и в его запавших глазах мелькнула тень живого интереса. Первый проблеск за долгие недели апатии. 43 года стажа», — прошелестел он. «Турбинный цех, завод «Старт». Откуда руки?» Просто как о чем то само собой разумеющемся спросил Максим, и его взгляд скользнул по лежащим на одеяле исхудавшим кистям с коротко подстриженными ногтями и вбитыми в кожу мелкими, почти невидимыми царапинами. У инженеров, особенно у тех, кто всю жизнь работал не с бумагами, а с железом, с металлом, особая постановка рук, особый, ни с чем не сравнимый изгиб пальцев. Он достал из своего бездонного рюкзака не медицинскую карту, а маленький потрёпанный блокнот в кожаной обложке и короткий, почти игрушечный карандаш. «А теперь, Кирилл Евгеньевич, расскажите мне, как всё началось. Только, пожалуйста, не так, как вы рассказывали другим врачам, заучено, по пунктам, а так, как рассказали бы своему старому проверенному другу за вечерним чаем на кухне». Егор Павлович шумно, с явным раздражением вздохнул, стоя в дверях, сложив руки на груди. А Антон Вячеславович демонстративно, с театральным жестом посмотрел на свои дорогие часы. Но Кирилл Евгеньевич, внезапно задумавшись, уставившись в потолок, начал говорить. Сперва медленно, с паузами, подбирая слова, а затем все более уверенно, словно прорвав плотину молчания. Он рассказывал о первых, едва заметных признаках недомогания, которые он, человек старой закалки, списывал на возраст и усталость. О странной тяжелой тяжести в животе по утрам, о том, как начал просыпаться среди ночи от глухой, тупой, ноющей боли под лопаткой, которая не кричала, а настойчиво, как назойливая муха, напоминала о себе. О том, как неохотно, скрипя сердце, пошел в поликлинику только после 2 недель бесконечных изматывающих уговоров жены. Максим слушал, не перебивая, иногда делая короткие, почти неразборчивые пометки в своем блокноте. А затем начал задавать вопросы. Странные, неожиданные, совершенно не похожие на обычные сухие врачебные анкеты. Когда боль сильнее? На пустой желудок или после еды? Снятся ли вам по ночам цветные яркие сны? Мёрзнут ли у вас кончики пальцев, даже когда в комнате по-настоящему тепло? И какие, скажите, звуки, обычные больничные звуки, вызывают у вас наибольший внутренний дискомфорт? Антон Вячеславович сдержанно фыркнул, выражая всем своим видом скепсис.
Но Карина Вадимовна, забыв о субординации, придвинулась ближе к двери, вслушиваясь в тихие, но четкие ответы пациента, с нарастающим, жадным интересом, словно перед ней открывали тайную карту болезни. «Можно осмотреть?» — спросил Максим, откладывая блокнот и вставая. Кирилл Евгеньевич молча кивнул. Надежда Петровна, словно поняв его без слов, отошла к окну, повернувшись спиной к кровати. Это был деликатный, проникновенный жест женщины, пытающейся сохранить последние крупицы достоинства своему обессилевшему мужу. Максим работал неторопливо, почти медлительно, но невероятно методично. Его движения, несмотря на грубоватую внешность, были точными, выверенными до миллиметра и полными странной, почти священной уверенности. Он не просто механически осматривал. Он изучал, впитывая каждую деталь, словно старый опытный мастер, способный определить качество и структуру материала одним лишь прикосновением. Особое пристальное внимание он уделил животу, выполняя пальпацию каким-то необычным, почти забытым способом. Сначала лишь кончиками чувствительных пальцев, словно читая невидимый шрифт Брайля, затем костяшками, оценивая глубину и плотность, и, наконец, всей ладонью, тепло которой, казалось, проникало сквозь кожу. «Где вы? Где вы этому научились?» — не выдержала Карина, сделав робкий шаг вперед, в палату, нарушая незримый барьер. «В Судане», — не поднимая глаз, абсолютно поглощенный процессом, ответил Максим. «У старого хирурга Адмиры, который проработал в полевых условиях 30 лет без УЗИ и томографов. Он, как говорили, умел не просто щупать, а по-настоящему видеть своими руками». Закончив осмотр, Максим аккуратно, с неожиданной нежностью, помог Кириллу Евгеньевичу поправить рубашку. И лишь после этого, убедившись, что пациенту удобно, задал свой самый неожиданный вопрос. «Скажите, вы в своей работе много лет подряд имели дело с вибрирующими инструментами, управляли тяжелой, мощной техникой?» Кирилл Евгеньевич замер. Его взгляд ушел куда-то вглубь себя, в прошлое. А затем он медленно, с трудом кивнул. 20 лет за пультом мостового крана, потом главным инженером. Он замолчал, собираясь с мыслями. И была серьезная травма позвоночника давным-давно. Компрессионный перелом или очень сильный ушиб, сейчас уже и не вспомнить. Егор Павлович, до этого момента сохранявший отстраненную позу, непроизвольно подался вперед. И теперь его интерес был уже не наигранным, а самым что ни на есть искренним, профессиональным. 47-й год. Тихо, словно признаваясь в чем то постыдном, произнес Кирилл Евгеньевич. Упал с лесов во время монтажа новой турбины. 3 месяца пролежал в гипсе, от пяток до самой шеи. Максим встал и несколько долгих секунд молча смотрел в окно, где назойливый дождь продолжал рисовать свои бесконечные, причудливые дорожки на запотевшем стекле. Надежда Петровна вернулась к мужу и взяла его высохшую, холодную руку в свои теплые ладони так крепко и так отчаянно, словно боялась, что его сейчас, сию же минуту унесет прочь внезапно налетевшим ветром. «Я видел 3 похожих случая», — наконец, обернувшись к присутствующим, произнес Максим. Его голос прозвучал четко и твердо, отсекая любые сомнения. 2 в Судане, 1 в Сирии. Опухоль сложная, агрессивная, да, но, с моей точки зрения, операбельная. В палате повисла оглушительная, давящая тишина, нарушаемая лишь монотонным тиканьем старых настенных часов и отдаленным приглушенным гулом чужих голосов из коридора. «Невозможно!» Егор Павлович почти выкрикнул это слово, и оно прозвучало как приговор. Мы консультировались с лучшими специалистами из областного центра. Это подтверждено самим Романом Савельевичем, светилой отечественной онкохирургии. Опухоль, как клещ, плотно прилегает к верхней брыжеечной артерии. Любое вмешательство — верная смерть на столе. И дело здесь не в самой артерии. Спокойно, почти отстраненно перебил его Максим. Дело в тотальном искажении привычной анатомической картины из-за вашей старой, давно забытой травмы позвоночника. Ваши снимки, он кивнул в сторону планшета, показывают лишь общее смещение, свращение тканей, но они, увы, не в состоянии дифференцировать их тонкую, измененную структуру. Но есть одна техника удаления, очень сложная, почти ювелирная, но возможная. «Какая техника?»
Голос Карины дрожал от сдерживаемого волнения и предчувствия чего-то грандиозного. В регионах с тотально ограниченными медицинскими ресурсами мы с коллегами разработали и отработали метод двойного доступа при подобных опухолях. В Мастаре во время той миссии, ее с горькой иронией назвали «обход через горы», это позволяет медленно, слой за слоем, отделить опухолевую массу от жизненно важных сосудов, не вызывая при этом массивного, неконтролируемого кровотечения. «Нет такой методики в официальных протоколах», — возмутился Антон Вячеславович, тщетно пытаясь найти ее в памяти. Ее там и не может быть. «Официально нет», — согласился Максим, и в его глазах снова мелькнули те самые искорки. Она родилась не в стерильных лабораториях, а в полевых условиях, на грани человеческих возможностей. Но за ее плечами данные о нескольких десятках успешных операций, проведенных в тех богом забытых местах, где людям, как и вам, обычно говорят одну единственную фразу. «Вам осталось несколько недель. Готовьтесь». Он повернулся к Кириллу Евгеньевичу и его жене, смотря прямо в их глаза, полые от страха и зародившейся дрожащей надежды. «Я не даю никаких гарантий, вы должны это понимать. Шансы, если оценивать их трезво, примерно 1 к 3. Риск велик, он колоссален. Но он, как ни крути, есть при любой серьезной полостной операции. Решать только вам». Надежда Петровна посмотрела на мужа, и в ее глазах, красных от бессонных ночей, мерцали слезы. Но это были слезы не безнадежного отчаяния, а той самой хрупкой, дрожащей надежды, что похоже на первый хрустальный лед на ноябрьских лужах. Такой тонкий, что, кажется, вот-вот треснет под тяжестью взгляда. Рука Кирилла Евгеньевича, холодная и почти невесомая, дрогнула в ее теплой трудовой ладони. И этот едва уловимый жест был красноречивее любых слов. «Пойдёмте». Тихо, но властно произнесла Камилла Васильевна, кивая остальным врачам в сторону коридора. «Мы должны дать супругам время подумать наедине. Это решение, которое никто не вправе принимать за них». «Это чистейшей воды авантюра!» Егор Павлович, едва дверь палаты закрылась, принялся расхаживать по узкому, пропахшему дезинфекцией коридору, как разъяренный, загнанный в угол лев в тесной клетке. Роман Савельевич, светило отечественной онкохирургии, профессор с мировым именем. А этот бродяга с большой дороги, явившийся бог весть откуда, предлагает ставить эксперименты на безнадежном пациенте, которому и так, по всем канонам медицины, осталось считанные недели. Но если есть хотя бы один шанс из 100... Тихо, почти шепотом возразила Карина, вцепившись пальцами в рукав своего халата. «Шанс?» — презрительно сквозь сомкнутые зубы фыркнул Антон Вячеславович. «Он же сам своими устами сказал. 1 к 3. Вы вообще представляете себе, какой чудовищный скандал разразится, если пациент умрет прямо на операционном столе? Областное руководство, Минздрав. Да они нас здесь всех с потрохами съедят, не подавятся». Камилла Васильевна молча, отрешенно смотрела в грязное больничное окно, за которым медленно угасал сентябрьский день. Ее плечи, обычно такие прямые и уверенные, сейчас казались невероятно хрупкими под белым стерильным халатом, а в темных волосах, собранных в ее неизменно строгий пучок, отблеск света выхватывал серебристые, внезапно проступившие нити седины. Наконец она медленно, с трудом повернулась к Максиму, стоявшему поодаль. «Вы готовы?» Ее голос был низким и напряженным. «Взять на себя полную, абсолютную ответственность за исход? Вы вообще отдаете себе отчет, каковы будут последствия неудачи для больницы, для коллектива, для нас всех?» Максим стоял, непринужденно прислонившись к прохладной стене, и наблюдал за этой перепалкой со странным, почти отстраненным спокойствием человека, который видел в своей жизни вещи и пострашнее чиновничьих гневных окриков. «В Алеппо», — начал он так же тихо, но его хрипловатый голос был отчетливо слышен в наступившей тишине. «Мне довелось оперировать подростка с проникающим ранением живота при свете 3 фонариков, когда электричество отключили из-за очередной бомбёжки. А в Судане я проводил резекцию кишечника, имея под рукой минимальный, почти доисторический набор инструментов». Он отделился от стены и сделал несколько шагов по направлению к Камиле Васильевне.
Там, в тех точках на карте, о которых вы, возможно, только по телевизору слышите, никто не думает о репутации лечебного учреждения. Там есть только одна простая, страшная и прекрасная цель — спасти того, кого еще можно спасти. Я умею работать в самых невыносимых условиях и привык сполна отвечать за каждое свое решение. Но сначала ответьте вы сами себе на один вопрос. Готовы ли вы, вся ваша больница, отказать живому, еще дышащему человеку в единственном, пусть и призрачном шансе и сделать это только из боязни за свою репутацию? Камилла Васильевна вздрогнула, словно от неожиданного удара, и в ее усталом, исчерпанном взгляде мелькнуло что-то сложное и многослойное. Вспышка гнева, острая, жгучая волна стыда и какая-то давно знакомая, застарелая, ноющая боль. Она резко, с усилием расправила свои уставшие плечи и произнесла тихо, но настолько твердо, что Егор Павлович замер на полуслове. Если пациент и его супруга дадут свое добровольное информированное согласие со всеми подписями и протоколами, мы проводим операцию. Она перевела взгляд на Егора Павловича. Я лично немедленно свяжусь с Романом Савельевичем. И ему, несомненно, будет интересно услышать о этой новаторской методике, прошипел Егор Павлович, не скрывая раздражения. А нам нужно все тщательно, до мелочей записать, с плохо скрываемым злорадством добавил Антон Вячеславович. Для учебных целей, разумеется, чтобы иметь полную, исчерпывающую документацию по всей процедуре. Максим равнодушно, с полным безразличием пожал плечами. «Записывайте, не стесняйтесь. А теперь мне нужно готовиться. Мне потребуется отдельная комната для работы. Все, абсолютно все материалы по пациенту. И неограниченный доступ к вашей медицинской библиотеке». Я могу ассистировать вам», — вдруг, не глядя на мрачнеющее лицо Егора Павловича, произнесла Карина, и ее голос прозвучал чуть громче, чем она, вероятно, планировала. «У меня год опыта работы в общей хирургии, и я очень быстро учусь». Максим внимательно, оценивающе посмотрел на молодого врача, на ее горящие решимостью глаза, а затем коротко кивнул. «Хорошо, только сразу предупреждаю. Я буду работать всю ночь напролёт. Операция, если она состоится, должна быть выверена и спланирована до мельчайших, незначительных деталей». «Я привыкла к ночным дежурствам», — улыбнулась Карина, и в этой ее улыбке впервые за многие месяцы проглядывало что-то давно забытое, настоящий, живой, врачебный азарт. Когда они направились к координаторской, Камилла Васильевна осталась стоять у окна. Дождь за окном почти прекратился, и сквозь рваные, спешащие куда-то облака пробивались первые робкие лучи заходящего солнца, расчерчивая мокрый темный асфальт больничного двора на светлые и темные полосы. «Шанс 1 к 3», — пронеслось у нее в голове. Но разве не ради этой, пусть и минимальной, но все же существующей вероятности, мы когда-то, давным-давно, все до одного и выбрали медицину? Ради возможности бороться до самого конца, когда все остальные, даже самые сильные, уже опустили в бессилии руки? Со стороны палаты номер 16, из-за прикрытой двери, донесся тихий, срывающийся женский смех. Звук, которого эти стены, пропитанные болью и страхом, не слышали уже очень-очень давно. Надежда Петровна что-то рассказывала своему мужу, и в ее голосе, обычно таком усталом и ровном, впервые за долгие мучительные недели звенела сама жизнь, неподдельная и хрупкая. Стрелки больших настенных часов в ординаторской давно и бесшумно перевалили за полночь. Максим сидел за большим столом, окружённый со всех сторон целыми островками света, которые отбрасывала старая зелёная настольная лампа. Рентгеновские снимки и томограммы, развешанные на самодельном, сколоченном из подручных средств неготоскопе, светились изнутри призрачным синеватым свечением. Толстая история болезни Кирилла Евгеньевича лежала раскрытой на столе, и её поля были испещрены короткими резкими пометками, стрелками и непонятными значками. Вокруг, подобно фантастическим руинам, громоздились стопки медицинских справочников, распечатки редких зарубежных исследований, анатомические атласы и сложные вручную начерченные схемы. Он водил кончиком заточенного карандаша по извилистому, зловещему контуру опухоли на томограмме, словно слепой, с рождения не видевший света, читающий тайный шрифт Брайля.
В этих причудливых линиях и размытых тенях была сокрыта целая история боли и страдания, написанная на древнем, как сам мир, языке плоти, крови и нервных окончаний, языке, которому он научился за долгие годы в самых жестоких и беспощадных школах мира. Полевой госпиталь под Хартумом. Третьи бесконечные сутки без электричества в кромешной тьме, которую лишь изредка на 2-3 часа в день пробивает хриплый надрывный рев старого умирающего генератора. Максим, сгорбившись, склонился над зияющей, открытой настежь брюшной полостью пожилого суданца, чье тело на столе казалось хрупким и почти невесомым. 2 керосиновых фонаря, закрепленные на самодельных штативах из обрезков труб, бросали на его руки резкие пляшущие тени, превращая и без того сложное операционное поле в зловещий, почти сюрреалистичный театр теней, где каждая линия могла оказаться фатальной. «Держи кровотечение». Его голос, вопреки всему, звучал ровно и спокойно, а руки, затянутые в перчатки, двигались с выверенной, почти машинной уверенностью, будто он находился не в душном бункере, а на учебной демонстрации в своей альма-матер. Местная медсестра, девочка с огромными испуганными глазами, изо всех сил прижимала тампон к сочащемуся сосуду, и ее взгляд над влажной марлевой повязкой блестел от животного, всепоглощающего напряжения. «Видишь, как эта проклятая опухоль обвивает верхнюю брыжеечную артерию? Это не простое сращение, это как ядовитая змея, что обвела своим телом хрупкую ветку. Наша задача — отделить их друг от друга, не повредив ни ветку, ни саму змею, ибо яд ее — мгновенная смерть». Нестерпимая удушающая жара стояла под брезентовой крышей. Пот ручьями стекал по его лицу, заливая глаза едкой солёной влагой. «Пульс пациента падает!» Голос, обычно такой твердый, дрожал, выдавая юность. «Доктор Максим, он не выдержит, он слишком слаб». «Выдержит», — сквозь стиснутые зубы, не отрывая взгляда от раны, прошипел Максим. «Они всегда крепче, чем нам кажется со стороны». Он резко моргнул, и призрачное видение рассеялось, вернув его в прохладную, залитую ровным светом, ординаторскую Кадниковской больницы. Да, случай похожий, а условия — небо и земля. Здесь есть все, о чем там можно было только мечтать. Стерильное оборудование, любые медикаменты, блестящие инструменты и вечное неиссякаемое электричество из розетки. Он с силой вытащил из своего рюкзака тот самый потрёпанный блокнот в кожаном переплете и начал на чистом листе делать стремительные, уверенные наброски плана будущей операции. Угол доступа. Через верхний квадрант живота, классически, но с поправкой на анатомические искажения. Аккуратный, ювелирный обход опухоли по самому ее периметру. Отслоение от сосудов, не спеша, миллиметр за миллиметром, как счищают старую краску с антикварной вазы. 3 основные точки повышенного, запредельного риска. Место тесного соприкосновения с артерией, зона у желчных протоков и участок, где она подбирается к крупной, ненадежной вене. Для каждой свой особый инструмент, своя, отточенная годами техника и свой, продуманный до мелочей, запасной план на случай катастрофы. Его ладонь, будто сама по себе, непроизвольно поднялась и коснулась старого рваного шрама на левом предплечье. Память о Массуле, о том дне, когда осколок снаряда вошел в плоть всего в сантиметре от главной артерии. Тогда повезло. В отличие от многих, слишком многих других, чьи имена теперь жили только в его памяти. Когда-то в другой жизни он был другим. Амбициозным, честолюбивым выпускником военно-медицинской академии, грезившим о громкой карьере в столице, о профессорском звании, о собственной именитой клинике. Первая командировка в зону боевых действий казалась ему досадной, раздражающей помехой на этом гладком пути. Вторая — неизбежным, но постылым злом. А потом случился тот самый кошмарный обстрел госпиталя. 27 погибших за одну ночь. 3 выживших, которых он оперировал 36 часов подряд, без сна и отдыха, меняя на ходу маски, насквозь пропитанные чужой теплой кровью. После этого вся блестящая, многообещающая карьера разом потеряла всякий смысл. Осталось только одно — глухой, неумолимый долг — быть там, где ты по-настоящему нужен, где можно спасти тех, кого все остальные уже давно и бесповоротно
сочли обреченными. Говорят, врачи, даже самые закаленные, не должны работать натощак. Тихий, но твердый женский голос заставил его вздрогнуть и оторваться от чертежей. В дверях, озаренная светом из коридора, стояла Карина с 2 дымящимися кружками в одной руке и бумажным пакетом в другой. «Особенно накануне таких сложных операций», — добавила она, мягко проходя в комнату и ставя одну из кружек перед ним. «Вы всегда так поздно работаете?» Максим принял кружку с почтительным благодарным кивком. «Только когда дежурю. Или когда нет выбора. Или когда у младшего коллеги появляется уникальная возможность поучиться у военного хирурга с поистине мировым, пусть и не афишируемым опытом». Она тихо улыбнулась, присаживаясь на стул напротив. «Я принесла сэндвичи. Наша столовая, честно говоря, так себе, но это все же лучше, чем совсем ничего». Они молча, уставше перекусили. Кофе оказался на удивление крепким и обжигающе горячим. Настоящее сокровище для человека, привыкшего за долгие годы к безвкусной шипящей растворимой пойле в полевых палатках. «Почему именно хирургия?» — неожиданно спросил Максим, внимательно разглядывая свою собеседницу поверх края кружки. Карина надолго задумалась, помешивая ложечкой в своей чашке, будто размешивала не сахар, а собственные, глубоко спрятанные мысли. «Мой муж был военным летчиком. Ее голос стал тише, приглушеннее. 7 лет назад его самолет разбился во время плановых учений. Спасатели пытались вытащить его из обломков 2 суток. Но она сделала паузу, сглотнув подступивший к горлу ком. Я тогда была всего лишь терапевтом, и я чувствовала себя абсолютно бесполезной. Я просто стояла в больничном коридоре и не могла ничего сделать, пока другие, более опытные и умелые, боролись за его жизнь. После его похорон я подала документы на специализацию по хирургии. Так что да, я отчасти понимаю, что значит потерять часть себя на этой службе. «А вас что занесло в такой глухой уголок, как Кадников?» — переспросил Максим, подставляя ей свою пустую кружку для добавки. Здесь живут мои родители. Мама серьезно болеет, за ней нужен постоянный уход. Да и, честно, я хотела быть там, где я действительно нужна, где от моих рук что-то зависит. В больших областных центрах хирургов с моим опытом пруд-пруди, а здесь... Здесь я... «А здесь у вас есть Егор Павлович?» — закончил за нее Максим с легкой, почти не злой иронией. Карина невесело, криво усмехнулась. Он, знаете ли, неплохой врач. Просто представитель старой устоявшейся школы. Просто консервативен до самого мозга костей. Любит свое насиженное место, свой статус, свою рутину. И он до смерти боится любых перемен. Она подошла к неготоскопу, вглядываясь в призрачные очертания опухоли на снимках. «Скажите честно, вы и вправду видели такую конфигурацию, такую анатомию раньше? Или это...» Она запнулась, подбирая слово. «Блеф?» Максим встал рядом с ней, и его плечо почти коснулось ее плеча. Он пах пылью дорог, крепким кофе и чем-то неуловимо медицинским, стерильным. «Нет, это не блеф. Смотрите внимательнее. Видите вот этот, кажущийся рваным контур? Он кажется таким неровным, агрессивным из-за особенностей анатомического расположения. Из-за того, что старый перелом буквально перекроил карту тела. Но это не инфильтрация, не прорастание. Это защитная реакция окружающих, еще живых тканей на вялотекущий, хронический воспалительный процесс, который тлеет здесь годами. Он взял ее руку с карандашом и мягко направил к снимку, проводя по затемненным участкам. Вот здесь, и особенно вот здесь, отчетливо виден след того самого перелома, который навсегда изменил внутренний ландшафт. Фасциальные листки, те самые естественные плоскости, по которым мы обычно идем, расположены здесь иначе. Они перекручены, словно смятые страницы старой книги. Классический лобовой доступ действительно невозможен. Он ведет прямиком в катастрофу. Но всегда, поверьте мне, всегда есть обходной путь. Тропа, которую не видно с большой дороги. Карина смотрела на снимки широко раскрытыми глазами, в которых медленно, но верно разгорался огонь настоящего, глубокого понимания, озарявший все внутри. Боковой доступ с последовательным послойным отделением по естественным линиям натяжения? Спросила она уже чуть увереннее,
И в ее голосе звучала не просьба о подтверждении, а робкая догадка. Максим кивнул, и в его усталом взгляде мелькнула быстрая, одобрительная искорка. Именно. Ту самую технику, которую редко используют в цивилизованных клиниках со всеми их томографами, но которая в полевых условиях, где счет идет на минуты, спасает жизни. Только здесь, он снова ткнул карандашом в схему, нужно с ювелирной точностью рассчитать угол входа. Один неверный миллиметр, и мы проходим мимо. Они увлеченно, забыв обо всем на свете, склонились над разложенными схемами. Два профессионала, говорящие на одном, понятном только им языке — хрящей, сосудов и фасций. Максим, не таясь, объяснял тончайшие нюансы техники, движение скальпеля, работу зажимом. Карина задавала точные, проницательные, по-хирургически выверенные вопросы. И временами она делилась своими наблюдениями о состоянии Кирилла Евгеньевича за последние недели. И эти, казалось бы, мелкие детали, как он менялся в лице после еды, как жаловался на онемение в пальцах, складывались в единую, объемную клиническую картину. «Вам стоит знать кое-что», — наконец сказала она, отступая от стола и переводя дух. Егор Павлович вызвал консультанта из области не просто так. Это Роман Савельевич Волков, его бывший однокурсник и, по сути, негласный покровитель. Если операция пройдет успешно, мне не нужна ни карьера в этой больнице, ни слава. Мягко, но твердо перебил ее Максим. Я здесь всего лишь проездом. Я просто хочу помочь человеку, раз уж есть хоть какая-то возможность. Карина покачала головой, и в ее глазах читалась не просто благодарность, а нечто большее. «Дело не в вашей карьере». Договорить она не успела. Дверь ординаторской с грохотом распахнулась без стука, и на пороге, заполняя собой все пространство, возник грузный, импозантный мужчина в безупречно сидящем дорогом костюме, с массивной золотой цепочкой от часов на шелковом жилете и тщательно уложенными седыми прядями, прикрывавшими лысину. За его мощным плечом, словно тень, маячила фигура Егора Павловича, с лицом, выражавшим одновременно подобострастие и злорадство. «Так это и есть наш знаменитый полевой хирург-самоучка», — громко с театральной интонацией произнес вошедший, окидывая скромную ординаторскую взглядом, в котором читалось плохо скрываемое, почти физиологическое презрение ко всему окружающему. Роман Савельевич Волков, заведующий хирургическим отделением областной клиники. Он не протянул руки для рукопожатия, лишь слегка снисходительно кивнул, словно принимая доклад провинившегося подчиненного. Впечатляющая диаграмма. Он небрежно подошел к столу, бегло с высоты своего положения взглянув на испещренные пометками схемы Максима. Хотя, я бы сказал, это больше смахивает на план какой-то партизанской вылазки, чем на серьезное хирургическое вмешательство. Карина молча автоматически отступила в тень, к стене, словно стараясь стать невидимой, раствориться в штукатурке. Егор Павлович стоял в дверях, плотно сложив руки на груди, с выражением человека, который наконец-то дождался подкрепления в виде тяжелой артиллерии. Иногда самая сложная операция и есть та самая военная операция. Спокойно, не поднимаясь со своего стула, парировал Максим. Только враг здесь — болезнь. А единственная цель — спасение человеческой жизни, а не территории. Волков с издевательской небрежностью взял один из рентгеновских снимков, поднес его к свету, скривив губы. Я лично, собственноручно изучал этот безнадежный случай 3 недели назад. Запущенная аденокарцинома поджелудочной железы с тотальной инфильтрацией парапанкреатической клетчатки и прорастанием стенки всех крупных сосудов брюшной полости. Классический учебный пример неоперабельного случая. Паллиатив, адекватное обезболивание, поддерживающая терапия до конца. Он с пренебрежением бросил снимок обратно на стол, и тот соскользнул на пол. И вдруг, словно из-под земли, появляется некий специалист с рюкзаком за плечами, утверждающий, что может провести операцию, которую ведущие онкологи области единогласно считают невозможной. Прямо как в голливудском боевике. Не правда ли забавно? Он медленно повернулся к Максиму, и его голос зазвучал, как стальной прут, обернутый бархатом.
Я не знаю, чего вы тут добиваетесь, молодой человек. Известности, дешевой практики на наших пациентах. Но я, как старший по званию и по опыту, категорически запрещаю эту авантюру. И если вы посмеете провести это вмешательство вопреки моему официальному заключению, я лично в тот же день обращусь и в лицензионную комиссию, и в прокуратуру с заявлением о самоуправстве и угрозе жизни пациента. Максим медленно, с тихим скрипом отодвинул стул и поднялся во весь свой рост. Теперь они стояли лицом к лицу в центре комнаты. Провинциальное светило в дорогом костюме и человек из другого, жестокого мира, в потёртой футболке и штанах, испачканных пылью дорог. Вы изучали этот случай по снимкам и бумагам. Тихо, но так, что было слышно каждое слово, сказал Максим. А я осматривал пациента. Живого. Вы опирались на стандартные прописные протоколы, а я видел десятки таких неоперабельных случаев и оперировал их там, где о ваших протоколах и слыхом не слыхивали. Он повернулся к столу, отыскал среди бумаг чистый лист и быстрыми резкими линиями начал набрасывать на нем схему. Вот, схема модифицированной панкреатодуоденальной резекции с латеральным доступом и поэтапной диссекцией. Техника была разработана и отработана интернациональной группой военных хирургов в Йемене 5 лет назад и была опубликована в специализированном журнале «Хирургия конфликтных зон», том 4. Она показала 30% пятилетнюю выживаемость в случаях, которые такие светила, как вы, единогласно признали безнадежными. Волков взял лист, бросил на него беглый, уничижительный взгляд и с отвращением, будто это была не схема, а пачка из мусорного ведра, вернул его обратно на стол. Самодеятельность, дилетантские фантазии, не признанные официальной медицинской наукой. Многие из сегодняшних золотых стандартов когда-то начинали именно как такая самодеятельность, возразил Максим, и его голос впервые за вечер зазвучал с холодной острой сталью. Первую операцию на открытом сердце считали чистым безумием. Первую трансплантацию органа — преступлением против человечности. «Не читайте мне лекции по истории медицины, молодой человек», — отрезал Волков, и его лицо побагровело от сдерживаемой ярости. «Я отдал профессии 30 лет. Как и я». Неожиданно, чётко и громко прозвучал за его спиной голос Камилы Васильевны, появившейся в дверях рядом с бледным Егором Павловичем. И я, как главный врач этого учреждения, дала официальное разрешение на проведение операции. Она вошла в комнату, и её невысокая, обычно сгорбленная под тяжестью забот фигура, казалась сейчас удивительно прямой, твёрдой и несгибаемой. Пациент и его супруга полностью проинформированы обо всех возможных рисках. Все необходимые документы подписаны. Операция состоится завтра утром, как и планировалось. Волков побледнел так, что его загорелая кожа приобрела землистый оттенок. «Камилла Васильевна, вы, по всей видимости, не отдаёте себе отчёт в профессиональных и административных последствиях этого безрассудства». «Я прекрасно их понимаю», — парировала она, глядя ему прямо в глаза, не моргая. «И я полностью готова нести за них всю ответственность. А сейчас, Роман Савельевич, если вы позволите, нашим хирургам необходимо продолжить подготовку. Операция, как вы сами понимаете, предстоит крайне сложная». В её голосе звучала та особая, безраздельная властность главного врача, что не терпит возражений и обсуждений. Волков смотрел на неё с нескрываемым изумлением. Затем медленно, с театральным трагизмом покачал головой. «Что ж, это ваше последнее самостоятельное решение в этой должности, Камилла Васильевна. Я вам это гарантирую. Егор Павлович, идёмте. Нам нужно срочно подготовить соответствующие официальные бумаги». Когда они ушли, громко хлопнув дверью, Карина и Камилла Васильевна синхронно, как по команде, выдохнули, и напряжение в комнате немного спало. «Он всегда такой любезный?» — спросил Максим, возвращаясь к своим схемам, как будто только что не произошло ничего из ряда вон выходящего. «Обычно бывает гораздо хуже». Устало, с кривой улыбкой ответила Камилла Васильевна. Она перевела на него взгляд, полный неподдельной тревоги. «Максим Олегович, вы абсолютно уверены, что хотите продолжать? Это ведь может поставить крест не только на моей, но и на вашей будущей карьере в медицине». «Какой карьере?» Тихо, почти с усмешкой отозвался Максим. «Я последние полгода шел пешком через всю Россию, от юга до севера. У меня нет ни дома, ни постоянной работы, ни диплома на стене в престижной клинике.
У меня есть только мои руки, мои навыки и та самая клятва, которую я когда-то дал. В таком случае я оставлю вас готовиться, — коротко кивнула главный врач. Карина, вы... Я остаюсь. Твердо, не дожидаясь вопроса, сказала та. Я буду ассистировать. Я должна это сделать. Когда дверь за Камиллой Васильевной закрылась, Максим снова попытался погрузиться в изучение схем. Но мысли, с такой тщательностью выстроенные за ночь, вдруг разбежались, как испуганные тараканы. Сомнения, которые он гнал от себя весь вечер, теперь навалились с новой, удушающей силой. А что, если он ошибся в своей оценке? Что, если его навыки, отточенные в адских условиях, за время странствий притупились, утратили свою хирургическую остроту? Что, если опухоль окажется более коварной, более агрессивной, чем она выглядит даже на самых качественных снимках? Последняя операция в полевом госпитале под Дамаском. Воздух густой. Он пахнет раскаленным металлом, пылью, лекарствами и чем-то еще, сладковатым, приторным запахом приближающейся, неминуемой беды. Глухие тяжелые разрывы доносятся уже не с линии горизонта, а буквально из-за стены, заставляя вздрагивать инструменты на столике. «Доктор, нужно срочно эвакуироваться!» Молодой медбрат, его лицо испачкано сажей и грязью, заглядывает в операционную, и в его глазах чистейший животный ужас. «Конвой будет здесь через 15 минут, не больше». «Мне нужен хотя бы час», — сквозь стиснутые зубы, не отрывая взгляда от операционного поля, бросает Максим. «Мы почти закончили. 15 минут, доктор. Иначе все останутся здесь навсегда». Мальчик на столе. Ему не больше 18. Осколочное ранение, множественные повреждения селезенки. Основное кровотечение остановлено, но нужно тщательно ушить, проверить каждый сосуд, убедиться, что ничего не упущено. «Зашивайте! Быстро!» Руководитель миссии, седовласый швейцарец, врывается в операционную. «Максим, это приказ. Мы берем его с собой, но сейчас же!» Быстрые, грубые швы, наспех наложенная давящая повязка, уже проступающая алым. Погрузка в тряский медицинский фургон, дорога, больше похожая на адскую тряску, каждый ухаб отзывается стонами раненых. И кровь, снова кровь, просачивающаяся сквозь толстый слой бинтов. «Мы теряем его!» — отчаянный крик медсестры. Пульс на запястье становится нитевидным, едва уловимым. Вынужденная остановка на армейском блокпосту. Проверка документов, долгая, мучительная, под прицелами автоматов. Драгоценные минуты утекают сквозь пальцы, как та самая кровь из открывшейся раны. И когда фургон наконец-то чудом достигает полевого госпиталя за линией фронта, мальчик, чье имя он так и не успел узнать, уже холоден и неподвижен. Максим вздрогнул, с силой сбрасывая с себя это тяжелое, липкое наваждение прошлого. Он поднялся с места, чувствуя, как стены ординаторской вдруг стали невыносимо тесными, давящими. Его взгляд упал на часы. 3:00 ночи. «Мне срочно нужен воздух», — сказал он Карине, которая, похоже, на несколько минут забылась неглубоким тревожным сном в кресле над раскрытым медицинским журналом. «Продолжим через полчасика. Мне нужно проветрить голову». Ночной коридор больницы был пуст, безмолвен и погружен в сон. Только дежурные лампы отбрасывали на пол длинные призрачные тени. Максим интуитивно нашел черный ход и узкую крутую лестницу, ведущую на крышу, и выбрался, наконец, под открытое пронзительно черное небо. Дождь прекратился, и тяжелые облака разошлись, открыв взгляду бесчисленные, мерцающие алмазной пылью звезды и тонкий, изящный серп молодого месяца. Кадников спал глубоким сном, раскинувшись внизу уютной теплой мозаикой редких тусклых огоньков. Тихий, целый, нетронутый войной город, не ведающий, что такое свист авиабомб и грохот артиллерийской канонады. Город, где самая большая человеческая трагедия — это смерть от болезни или старости, а не от шальной пули или осколка. Максим глубоко, до самого дна легких вдохнул холодный, почти зимний ночной воздух, чувствуя, как он обжигает изнутри. В горячих точках он работал, что называется, на автомате, не задумываясь и не рефлексируя. Спасал, лечил, оперировал, хоронил. Не было ни минуты на сомнение, не было права на слабость. Но здесь,
В этой провинциальной, затерянной в глуши больнице, где никто не стреляет над головой, где есть время скрупулезно планировать и взвешивать каждое движение, старые демоны сомнений и страха пожирали его изнутри с новой незнакомой силой. Если есть хоть малейший, даже призрачный шанс спасти человека, я обязан попробовать. Я обязан попробовать. Наконец, с непоколебимой ясностью решил он, глядя на бесстрастные холодные звезды. Это то, ради чего я когда-то стал врачом. Не для престижа, не для уважения коллег или чиновников от медицины, а для того, чтобы бороться за каждую жизнь до самого последнего вздоха. Заря застала его в больничной душевой, в этом маленьком кафельном помещении, пропахшем хлоркой и сыростью. Теплые, почти обжигающие струи воды смывали с его кожи липкую усталость бессонной ночи, будто совершая некий священный, древний ритуал очищения перед решающим сражением. Он тщательно, с непривычной медлительностью намылил свою отросшую за месяц странствий густую бороду и начал бриться одноразовой дешевой больничной бритвой, чувствуя, как вместе с волосами с его лица сходит не только грязь дорог, но и та защитная маска отшельника, за которой он так долго прятался. В запотевшем, покрытом мелкими царапинами зеркале проступали черты другого Максима. С четкими, жестко обозначенными скулами, с отчетливо видным теперь старым белым шрамом на подбородке, памятью о Грозном. С усталыми, но до предела собранными и решительными глазами. Он стянул свои длинные, все еще влажные волосы в тугой аккуратный узел на самом затылке и с непривычным чувством надел свежевыглаженный стерильный хирургический костюм, который ему выдали в больничной кладовой. И ткань пахла не пылью и потом, а чистотой и порядком. Палата Кирилла Евгеньевича была залита ярким, почти наглым утренним солнцем, которое весело играло на полированном полу, словно и не было вчерашнего ненастья. Он сидел на самом краю кровати, полностью одетый в больничную пижаму, подпоясанную и застегнутую на все пуговицы, несмотря на предстоящий наркоз и операцию. В этом был его последний крошечный акт сопротивления — попытка сохранить достоинство. Рядом, не отходя ни на шаг, стояла Надежда Петровна, сжимая его большую исхудавшую руку в своих маленьких дрожащих ладонях. «Вы побрились?» — заметил Кирилл Евгеньевич, и на его бледных потрескавшихся губах дрогнула слабая, но совершенно искренняя улыбка. «Теперь вы больше похожи на городского уважаемого врача, чем на того бородатого отшельника, который вчера пришел к нам с рюкзаком. Традиция такая», — просто пояснил Максим, поправляя манжет халата. «Перед важной, сложной операцией нужно очистить не только руки до локтей, но и собственные мысли, привести все в порядок. Вы готовы? А у меня, если вдуматься, есть какой-то другой выбор?» — спросил пациент, и в его хриплом, слабом голосе неожиданно прозвучал тот самый сухой, инженерный юмор, который, казалось, должен был навсегда уйти вместе с силами. Между медленной, но гарантированной смертью в палате и призрачным шансом на жизнь он медленно, с видимым усилием поднялся с кровати, опираясь на надежное, знакомое плечо жены. «Знаете, доктор, я 30 лет своей жизни проработал с самыми разными механизмами. И когда самая сложная, самая дорогая машина вдруг ломается, всегда есть только два пути. Либо списать ее в утиль, либо попытаться починить, даже если шансы на успех 1 к 100. Я всегда, всю жизнь выбирал второй путь». Надежда Петровна смотрела на мужа с такой всепоглощающей смесью любви, гордости и леденящего душу страха, что у Максима на мгновение перехватило дыхание. «Я не могу и не стану обещать вам чудес», — тихо, но очень отчетливо сказал он, глядя прямо в глаза пациенту, не отводя взгляда. «Но я сделаю для вас все, что в человеческих силах. Все, что знаю, и даже немного больше». «Большего никто и не может обещать», — кивнул Кирилл Евгеньевич, и его пальцы слабо сжали руку жены. И в этот короткий, внезапно наступивший момент между ними, хирургом, пришедшим неизвестно откуда, и умирающим инженером, возникло то самое особое, почти необъяснимое понимание, которое иногда, как тончайшая нить, связывает людей перед лицом общей смертельной опасности.
Молчаливое, но полное признание риска и готовность принять его, не отворачиваясь. Санитары уже ждали с каталкой прямо в коридоре, создавая своим присутствием ощущение неотвратимости. Надежда Петровна, встав на цыпочки, поцеловала мужа в лоб, как будто он снова стал тем молодым парнем, с которым она когда-то гуляла в заводском сквере. Он крепко, изо всех своих оставшихся сил, сжал ее руку в последний раз перед погружением в искусственный сон. «Увидимся после», — уверенно, без тени сомнения сказал он жене, и она лишь молча кивнула, не доверяя своему голосу, в котором могли дрогнуть и вырваться наружу все накопленные за месяцы слезы. Когда каталка скрипом тронулась и покатилась по длинному, безликому коридору, Максим на одну лишь секунду задержался рядом с Надеждой Петровной. «Я верну его вам», — тихо, почти шепотом сказал он. И это не было пустым медицинским прогнозом или формальным обещанием врача. Это была простая, но страшная в своей ответственности клятва одного человека, видевшего слишком много смертей, другому человеку, для которого жизнь без этого «его» теряла всякий смысл. Операционная встретила Максима оглушительной, звенящей стерильной тишиной и резким, едким запахом дезинфицирующих средств. Тем самым знакомым, навязчивым ароматом, который преследовал его даже в самых черных, беспросветных снах. Старый, еще советский кафель цвета блеклой морской волны покрывал стены лишь до середины, а выше шла уже свежая, белоснежная, чуть липкая краска. На потолке громоздились современные мощные светильники, бросающие на стальные, отполированные до зеркального блеска поверхности инструментов холодный, пронзительный, безжалостный свет. Мир за пределами этой герметичной комнаты переставал существовать. Словно за тяжелыми дверями операционной не было ни Кадникова, ни России, ни прошлого, ни будущего. Пространство и время здесь, под этим куполом света, подчинялись иным, древним как мир законам. Биению сердца на мониторе, движению скальпеля, тиканью секундомера. Операционная медсестра Галина Федоровна, женщина с пронзительными, как у хищной птицы, глазами и 30-летним стажем работы за плечами, уже раскладывала бесчисленные инструменты на столике в строгом, известном только ей порядке, посматривая на нового хирурга с холодным, профессиональным, не предвещающим ничего хорошего любопытством. За стеклянной перегородкой в небольшой наблюдательной зоне выстроился необычно многочисленный и многоликий корпус зрителей. Молодые, еще зеленые ординаторы с горящими глазами, опытные, видавшие виды врачи из других отделений и даже несколько незнакомых людей в белых чужеродных халатах. Все они пришли посмотреть на работу того самого странного хирурга-бродяги, о котором за ночь успели сложить легенды. В центре этой группы, как два мрачных монумента, выделялись две знакомые фигуры. Роман Савельевич Волков и Егор Павлович, оба с блокнотами и ручками наготове, с лицами, выражающими одно лишь критическое ожидание, готовые зафиксировать каждую малейшую ошибку, каждое, даже вынужденное отступление от священных для них протоколов. «Все готовы?» — спросил Максим, заканчивая тщательную, многоэтапную обработку рук. И его голос звучал иначе. Ровно, глубоко, спокойно. С той особой металлической глубиной, которая появляется у людей полностью, без остатка сосредоточенных на своем деле, отрешившихся от всего суетного. В операционной, под этими лампами, он был другим человеком, без тени вчерашних сомнений, без колебаний и усталости. Этот новый, преображенный Максим излучал такую всепоглощающую, почти гипнотическую уверенность, что она незримыми волнами передавалась всем присутствующим, заставляя даже Галину Федоровну выпрямить спину. Карина, уже облаченная в стерильный костюм и маску, стояла по правую руку от него, готовая ассистировать. И в ее позе читалась не робость, а сосредоточенная готовность. Анестезиолог Сергей Иванович, старый ворчун с золотыми руками, коротко кивнул, показывая точенным жестом, что пациент полностью погружен в наркоз и все его показатели стабильны. «Начнем», — произнес Максим, и эти два слова, прозвучавшие в звенящей тишине, обладали весом и силой приказа. Он протянул руки, и операционная сестра Галина Федоровна, не глядя, с выверенным, отточенным за десятилетия движением, надела на них стерильные перчатки, словно облачая воина в доспехи. Он взял скальпель, но лезвие не сразу коснулось кожи. Секунду, другую,
Он смотрел на обнаженный, обработанный йодом живот пациента. И казалось, что его взгляд способен видеть сквозь кожу, мышцы и фасции, читая сложнейшую, скрытую от глаз анатомическую картину, как карту местности. «Я использую модифицированный разрез по Кохеру с элементами доступа по Киммельштилю», — произнес он четко, обращаясь одновременно и к ассистентам, и к невидимой аудитории за стеклом. Эту технику я выучил у японского хирурга Такеши Ямамото в полевом госпитале под Хомсом, когда у нас кончились одноразовые коагуляторы. Она позволяет минимизировать травму фасциальных листков и снижает интраоперационную кровопотерю в среднем на 20%. Лезвие, наконец, коснулось кожи. Идеально точный, уверенный, почти бескровный разрез. В руках Максима скальпель двигался не с холодной механической точностью робота, а с живой, дышащей гибкостью инструмента в руках виртуозного музыканта, чутко и отзывчиво подстраиваясь под малейшие особенности и нюансы тканей. «Обратите внимание на структуру мышечного слоя», — продолжал он свой тихий, ровный комментарий, работая с удивительной, почти пугающей скоростью, которая, однако, не выглядела спешкой, а была лишь следствием высочайшего, доведенного до автоматизма мастерства. У пациентов с давними компрессионными переломами позвоночника, особенно в нижнегрудном отделе, мы часто наблюдаем нестандартное, перекрученное расположение мышечных волокон. Это компенсаторное изменение, попытка тела адаптироваться к старой травме. Здесь мы видим как раз классический пример такой перестройки. Его голос звучал так же спокойно и размеренно, как если бы он вел лекцию для студентов в самой престижной медицинской академии, без малейшего намека на напряжение или волнение. Карина подавала ему инструменты еще до того, как он успевал их мысленно запросить, словно между ними существовала незримая телепатическая связь, рожденная за одну ночь совместной подготовки. «Доступ к брюшной полости получен», — констатировал он и на мгновение замолчал. Его взгляд, скрытый маской, скользил по открывшейся картине, впитывая каждую деталь. Как я и предполагал, старые рубцовые изменения, последствия той самой травмы, кардинально изменили внутреннюю топографию. Подвиньте лампу, пожалуйста, левее. Нам критически важно лучшее, почти боковое освещение верхнего квадранта. За стеклом Егор Павлович прищурился, наблюдая за непривычными, почти еретическими движениями скальпеля. Роман Савельевич что-то быстро, с яростной усердностью строчил в своем блокноте, не отрывая взгляда от операционного поля, словно охотник, выслеживающий добычу. Молодые ординаторы, забыв о субординации и больничной иерархии, придвинулись ближе к стеклянной перегородке. Их лица выражали жадное, неподдельное любопытство. Сейчас они были никем иным, как учениками у ног мастера, впитывающими редчайший шанс увидеть искусство в его чистом, беспримесном виде. «Теперь подходим к самому сложному узлу», — продолжил свой неторопливый комментарий Максим, после того, как получил полный, ничем не ограниченный доступ к операционному полю. Визуализируем саму опухоль и тщательно, миллиметр за миллиметром, оцениваем ее истинные взаимоотношения с окружающими тканями и сосудами. Он работал методично, с гипнотической точностью обнажая слой за слоем, бережно, с почти отеческой заботой отодвигая здоровые, нетронутые болезнью ткани, неумолимо приближаясь к эпицентру, к темному, пульсирующему сердцу проблемы. Карина не отрывала взгляда от его рук, ловя каждое, даже самое микроскопическое движение, запоминая каждый, даже самый незначительный нюанс его уникальной техники. Видите эту разницу в оттенках и плотности? Максим указал кончиком тонкого пинцета на едва уловимый глазу участок. Здесь ткань заметно плотнее, но это следствие хронической воспалительной реакции, защитный вал организма, а не тотальное прорастание опухолевых клеток. Это ключевое различие, маленький секрет, который и определяет принципиальную возможность радикальной резекции. Опытный анестезиолог Сергей Иванович, не отвлекаясь, внимательно следил за прыгающими цифрами на мониторах, своевременно и почти незаметно корректируя глубину наркоза. Атмосфера в операционной постепенно, но неуклонно менялась. Первоначальное напряженное недоверие и скепсис потихоньку уступали место чистому, неподдельному профессиональному интересу. Даже Галина Федоровна, повидавшая на своем долгом веку сотни, если не тысячи операций, не могла скрыть налета почтительного восхищения,
наблюдая за нестандартными, на грани фола, но до безупречности эффективными движениями хирурга. Прошел почти час. Максим методично, с завораживающей точностью отделял опухоль от окружающих тканей, не прекращая своего тихого, обучающего комментария. Все шло строго по разработанному ночью плану. Все было предсказуемо и подконтрольно. Пока его руки, двигавшиеся с плавностью часового механизма, внезапно не замерли в одной точке. В операционной повисла та особая, давящая тишина, которая бывает только перед бурей. «Вот оно», — тихо, почти про себя сказал он. То, что не было видно даже на самых качественных снимках. Опухоль делает крутой зигзаг и прорастает глубже, в забрешенное пространство. Именно в том месте, где ее не ждали. И в тот же миг, будто подчиняясь его словам, из-под кончика инструмента тонкой, коварной струйкой хлынула алая темная кровь. Опухоль, как выяснилось, оказалась намертво спаянной с крупным, ранее не визуализировавшимся сосудом, скрытым под толстым слоем измененных воспаленных тканей. Кровотечение в операционном поле. Абсолютно спокойно, без единой нотки тревоги или паники, констатировал Максим. И это спокойствие было страшнее любого крика. «Карина, зажим Сатинского, малый, сейчас». Карина, не моргнув глазом, почти телепатически подала нужный инструмент, без малейшей секундной задержки. «Аспирацию максимум», — скомандовал он, и операционная сестра мгновенно подвела наконечник отсоса к месту катастрофы. И тихий, противный хлюпающий звук заполнил внезапно сгустившуюся тишину. За стеклом кто-то из молодых ординаторов издал короткий, сдавленный звук, похожий на стон. Роман Савельевич медленно выпрямился во весь свой рост, и на его лице расцвела торжествующая беззвучная улыбка. Он смотрел на коллегу, и в его взгляде читалось: «Я же предупреждал. Я ждал этого. Я знал, что эта авантюра обречена». Госпиталь где-то в Судане. Песчаная буря, рыжая и слепая, бьется в забитые фанерой окна, завывая, как раненый зверь. Электричества нет уже вторые сутки, и лишь один аварийный генератор, захлебываясь, питает несколько лампочек, отбрасывающих на стены пляшущие тени. Старик Хамид, суданский хирург с лицом испещренным морщинами и руками, похожими на узловатые темные корни древнего баобаба, показывает ему, молодому еще Максиму, технику остановки кровотечения, которую не найдешь ни в одном учебнике. В нашей стране нет ваших чудесных сосудистых зажимов и ультрасовременных коагуляторов, говорит он на ломаном, но гордом английском. И его пальцы, несмотря на возраст, движутся с невероятной, почти ювелирной точностью, перенаправляя кровоток, изолируя источник проблемы. Мы научились справляться тем, что есть. Кровь, она как большая река, продолжает Хамид. Его темные мудрые глаза сверкают в полумраке. Ты не можешь остановить бурную реку одной лишь плотиной, если она слишком сильна. Но ты всегда можешь отвести ее воды в другое безопасное русло, чтобы спасти деревню. Мы используем технику временной компрессии с обходным дренированием, произнес Максим. Его голос, низкий и влажный, вернул всех в стерильную реальность операционной в Кадникове. Подготовьте гемостатическую губку и тонкий дренаж. Самый малый калибр, что есть. Его руки, те самые, что когда-то учились у старого Хамида, двигались теперь с невероятной, отточенной в десятках подобных кризисов скоростью и выверенной точностью. Вместо того, чтобы с отчаянием пытаться пережать кровоточащий скользкий сосуд напрямую, рискуя прорезать его хрупкую стенку, он ловкими движениями создал временный, но эффективный обходной путь, мгновенно снизив давление в самой проблемной зоне. «Чувствуете пульсацию здесь?» — спросил он Карину, направляя ее дрожащие пальцы к определенной, едва заметной глазу точке. «Да», — еле слышно, почти шепотом ответила она, ощущая под подушечками пальцев ритмичную, живую вибрацию ткани, биение той самой реки жизни, о которой говорил старый суданец. «Держите ровно так, не сильнее и не слабее, пока я не наложу шов. Ваш палец — теперь мой главный зажим». И чудо, которого с таким злорадством ждали за стеклом, произошло. Алая струйка стала тоньше, превратилась в ручеёк, а затем и вовсе иссякла, уступив место сухому, пусть и разоренному полю.
За стеклом операционной воцарилась мертвая, абсолютная тишина, в которой был слышен лишь ровный гул аппаратуры. Даже Роман Савельевич перестал строчить в своем блокноте. Его перо замерло в воздухе. Он не отрывал глаз от рук Максима, и в его взгляде уже не было торжества, лишь холодное, невольное изумление. «Теперь мы видим полную, ничем не скрытую картину», — произнес Максим, аккуратно промокая и вытирая операционное поле. Опухоль расползлась немного дальше, чем нам показывали даже самые лучшие снимки. Ее щупальца проникли глубже, но ее все еще можно резицировать полностью, с отрицательным краем. Он на мгновение поднял взгляд, встретившись глазами с Кариной поверх масок. И в этом взгляде было нечто большее, чем просто профессиональная оценка. Но нам придется на ходу менять тактику, импровизировать. Что вы думаете о модифицированном методе Ямады для хвоста поджелудочной? Я читала о нем в журнале. Осторожно подбирая слова, ответила Карина. Двойной доступ с максимальным сохранением иннервации и кровоснабжения. Но это до сих пор считается экспериментальной методикой, которая показала 70% пятилетнюю выживаемость только в клинике Осаки. Закончил за нее Максим. И мне доводилось лишь ассистировать при такой операции один раз, в Йемене. Никогда не выполнял ее в качестве ведущего хирурга. Он сделал крошечную паузу, впуская в операционную тяжесть этого признания. Но в нашем, данном конкретном случае, это может быть единственным шансом спасти не просто орган, но и качество будущей жизни. Это был критический, переломный момент. Такое откровенное признание в неопытности могло вмиг разрушить хрупкое доверие команды, подорвать его авторитет. Но Максим произнес это спокойно, открыто и честно, как констатацию сурового, но непреложного факта. Карина секунду смотрела в его глаза, ища в них тень сомнения или страха, но, найдя лишь ясную, холодную решимость, коротко кивнула. «Я с вами. До конца». Операция вступила в новую, еще более сложную и изощренную фазу. Максим работал теперь медленнее, обдумывая каждый шаг. Каждое его движение было выверено до микрона, продумано на несколько ходов вперед, и при этом оставалось безупречно точным и плавным. Он тихо, почти интимно комментировал процесс, иногда советуясь с Кариной, которая следила за его действиями с неослабевающей предельной концентрацией, предугадывая его потребности. «Вот она, главная цель», — наконец произнес он, полностью изолировав опухоль от окружающих тканей и подведя к ней лишь тонкие нити-сосуды. Теперь самый ответственный этап — финальная резекция. Один неверный разрез, и все насмарку. Он взял с подноса Галины Федоровны необычный инструмент, который та подала с едва заметным вопросом в глазах. Слегка изогнутый, узкий, почти игловидный скальпель, с длинной, удобно лежащей в руке ручкой. «Что это?» Тихо, чтобы не нарушить магию момента, спросила Карина. «Модифицированный скальпель японской работы». Так же тихо ответил Максим, проверяя остроту лезвия. Подарок от того самого Ямамото. Иногда ношу его с собой. Для особых случаев. За стеклом Егор Павлович хмуро нахмурился, увидев этот нестандартный, почти инопланетный инструмент. Антон Вячеславович, стоявший рядом, что-то срочно, взволнованно прошептал своему наставнику, яростно указывая пальцем на происходящее, как на вопиющее нарушение всех мыслимых и немыслимых протоколов. Максим же работал теперь с особой, почти священной осторожностью, отделяя опухоль тончайшими, филигранными движениями, которые напоминали скорее работу ювелира, гранящего редкий алмаз, чем хирурга, имеющего дело с грубой плотью. Мы отделяем ее послойно, слой за слоем, сохраняя максимум здоровой функционирующей ткани, объяснял он, и его голос был ровен. Когда имеешь дело с такой искаженной анатомической картиной, нельзя действовать по учебнику, как робот. Нужно чувствовать ткань, слушать ее, следовать ее собственным уникальным подсказкам. Прошел еще один час напряженной, почти медитативной работы. И вот, наконец, опухоль — это желто-серая масса неправильной, уродливой формы, похожая на странный деформированный плод, лежала, отделённая от тела, в стальном лотке. Максим, не выражая ни торжества, ни облегчения, осторожно, с помощью Карины, проверял края резекции, оценивая их на глаз. «Экспресс-биопсия краев резекции», — сказал он,
и его слова прозвучали как приговор, от которого зависит все. Нам нужно абсолютно убедиться, что мы удалили все до последней раковой клетки. Пока лаборант, вызванный по селектору, спешно готовил препарат для срочного гистологического исследования, Максим уже начал осторожно, тщательно обрабатывать огромную операционную рану, готовя ее к ушиванию. Его движения, несмотря на то, что операция длилась уже больше 3 изматывающих часов, по-прежнему не выдавали ни малейшей усталости, ни тени дрожи. Лишь та же выверенная, нечеловеческая точность. Карина, несмотря на полное отсутствие опыта в таких запредельно сложных вмешательствах, держалась с удивительной, почти сверхъестественной стойкостью. И ее пальцы, ловя каждое движение Максима, стали продолжением его собственных рук. «Края чистые!» — донесся из динамика сдавленный, но явственно радостный голос патологоанатома, заглянувшего в операционную с крошечным образцом ткани в руках. «Признаков опухолевого роста по всем линиям резекции не обнаружено, ни в одном из 12 срезов». По операционной, от анестезиолога до самой суровой Галины Федоровны, прошел единый, еле слышный, но мощный выдох коллективного облегчения. Будто все они одновременно вспомнили, как нужно дышать. Максим лишь коротко, деловито кивнул, не меняя сосредоточенного выражения на застывшем лице. «Приступаем к реконструктивному этапу», — произнес он, и его голос снова приобрел ту же ровную лекционную интонацию. «Здесь нам предстоит самая тонкая работа — восстановить все нарушенные анатомические связи между органами пищеварения, вернуть телу способность функционировать. И этот этап оказался не менее сложным, требовавшим филигранной точности и врожденного мастерства. Ведь одно дело — разрушать, и совсем другое — собирать разобранный на части живой механизм. Максим накладывал невероятно тонкие, почти невидимые швы, с ювелирной аккуратностью восстанавливая проходимость желчных и панкреатических протоков, соединяя их с тонкой кишкой, создавая новые пути для жизни. Обратите особое внимание на технику этого шва. Он слегка приподнял пинцетом край ткани, показывая ассистентам и невидимой аудитории за стеклом. Это моя модификация шва Черни-Пирогова, которую мы в шутку называли матрёшкой. Она обеспечивает идеальную герметичность и сводит к минимуму риск грозной несостоятельности анастомоза, этой главной угрозы после таких операций. За стеклом многие из наблюдателей, забыв о первоначальном скепсисе, уже лихорадочно делали записи в своих блокнотах, стараясь зафиксировать каждое слово, каждый жест. Даже Роман Савельевич, несмотря на все свое изначально скептическое и враждебное настроение, не мог скрыть пробудившегося чисто профессионального, жадного интереса. И его взгляд, прежде полный презрения, теперь с жадностью впивался в каждое движение скальпеля. Прошло еще 1,5 часа, которые пролетели как одно мгновение в напряженном ритме работы. Максим завершал операцию, накладывая последние финальные швы на брюшную стенку. И он использовал при этом особую, почти забытую технику, которая должна была минимизировать образование грубых послеоперационных рубцов. «Мы накладываем непрерывный внутрикожный косметический шов», — объяснял он, и в его голосе впервые за все время прозвучали нотки не просто уверенности, а чего-то большего — человеческой заботы. В полевых условиях, когда счет идет на секунды, об эстетике обычно не думают. Главное — спасти жизнь. Но здесь, в этих стенах, где у пациента впереди, мы надеемся, долгая жизнь, мы можем и должны позволить себе эту маленькую роскошь — позаботиться о том, чтобы напоминание о сегодняшнем дне было как можно менее заметным. И вот, наконец, последний стежок был сделан. Операционная сестра бесшумно отрезала нить. Максим медленно выпрямил свою согнутую в течение почти 5 часов спину, окидывая взглядом результат своей титанической работы. В операционной воцарилась та особая, звенящая абсолютная тишина, которая бывает только после завершения чего-то поистине великого и значительного. Это была не тишина поражения или опустошенности, а тишина хрупкой, еще дрожащей, неокрепшей победы над тем, что еще вчера считалось неминуемым и необратимым. Молодой ординатор за стеклом, тот самый, что не мог оторвать восхищенного взгляда, первым нарушил это торжественное молчание. Он начал аплодировать. Сначала тихо, неуверенно, один. Затем к нему присоединился второй, третий.
И вскоре настоящие, искренние аплодисменты, редчайшее явление в стерильных стенах операционного блока, заполнили собой наблюдательную комнату, пробиваясь сквозь звукоизоляцию. Максим не обратил на это ровно никакого внимания, будто не слышал ничего. Он методично, без суеты, снял окровавленные перчатки, затем развязал и сбросил маску. Его лицо под ней было бледным, покрытым каплями засохшего пота, но абсолютно спокойным, почти отрешенным. И только в глубине его невероятно усталых глаз тлел тот самый неугасимый огонек глубокого, выстраданного удовлетворения, которое испытывает истинный мастер, выполнивший самую сложную в своей жизни работу и знающий, что сделал все возможное и невозможное. Перевести пациента в палату интенсивной терапии. Тихо, но четко распорядился он. Мониторинг основных показателей каждые 30 минут первые 6 часов. Затем каждый час. Ни на секунду не ослаблять внимание. Бригада анестезиологов уже суетилась вокруг стола, готовя Кирилла Евгеньевича к бережной транспортировке. Карина сняла свою маску, и ее лицо, осунувшееся и бледное, при этом светилось изнутри от пережитого потрясения и профессионального восторга. В ее глазах стояли непролитые, но от этого еще более яркие слезы счастья и гордости. «Это было невероятно», — прошептала она, с трудом находя слова. «Я никогда даже представить не могла». Максим посмотрел на нее, затем его взгляд скользнул на большие часы на стене операционной. 5 часов 37 минут непрерывной, высочайшей концентрации и титанического труда. «Теперь остается только ждать и надеяться», — тихо, почти апатично сказал он, и в его голосе впервые проступила вся накопившаяся за эти часы усталость. Первые 24 часа будут самыми критическими. Его организм должен принять то, что мы для него сделали. Он повернулся и медленно, не глядя по сторонам, направился к выходу из операционной. И только сейчас, когда напряжение начало спадать, стало заметно, как устало и обвисло его могучее тело. Но его походка даже сейчас оставалась твердой и уверенной, а спина — по-военному прямой. Хирург покидал поле боя не сломленным или побежденным, а временно отступающим, чтобы перевести дух, но готовым в любую секунду вернуться, если судьба его пациента снова потребует его вмешательства. За стеклом наблюдательной комнаты Егор Павлович и Роман Савельевич стояли в гробовой неловкой тишине, нарушаемой лишь стихающими за спиной аплодисментами. На лице первого читалась сложная, не поддающаяся описанию смесь затаённого недоверия и вынужденного неохотного уважения. На лице второго — чисто профессиональное, ядовитое раздражение, смешанное с гримасой невольного признания высочайшего, почти шокирующего мастерства. «Это еще не победа, не спешите ликовать», — проворчал Роман Савельевич, первым нарушая молчание и избегая смотреть коллеге в глаза. «Всё, абсолютно всё будут решать ближайшие дни, как пойдет восстановление». «Да», — сухо, без эмоций ответил Егор Павлович, не отрывая взгляда от удаляющейся спины Максима. «Но даже то, что пациент вообще дожил до конца этой какофонии, уже можно считать чудом. Медицинским чудом. Я не люблю чудеса в медицине. Они ненадежны и непредсказуемы», — отрезал Волков, силой захлопывая свой, так и оставшийся почти чистым блокнот. «Я предпочитаю проверенные протоколы». Но в глубине души, куда не добирался даже его непробиваемый снобизм, даже он, Роман Савельевич Волков, признанный светило областного масштаба, отчетливо понимал, что только что стал свидетелем чего-то выходящего за рамки обыденности. Того редчайшего сплава глубоких научных знаний, животной интуиции и божественного мастерства, которое превращает хирургию из простого ремесла в подлинное искусство, а врача из рядового специалиста в настоящего целителя, творящего, если не чудеса, то нечто очень и очень близкое к ним. Утренний свет, пробиваясь сквозь пыльное окно кабинета Камилы Васильевны, косыми золотистыми полосами ложился на стол, высвечивая разложенную там подробную карту операционного поля, которую Максим с педантичной точностью расстелил перед собравшимися врачами.
Его пальцы, все еще хранившие под ногтями едва заметные, въевшиеся следы йода, медленно и весомо скользили по шершавой бумаге, обводя, указывая, обозначая ключевые переломные моменты вчерашнего многочасового сражения. Вот здесь, в этом самом месте, был самый сложный, самый опасный участок. Голос Максима звучал негромко, без пафоса, но каждое его слово, отточенное и ясное, достигало самых дальних, затененных уголков тесного кабинета. Опухоль обвивала верхнюю брыжеечную артерию не по учебнику, не так, как нам показывали даже самые качественные снимки. Она будто жила своей собственной, извращенной жизнью. И мы были вынуждены применить боковой доступ с последовательным, послойным отделением, буквально продираясь сквозь рубцовые джунгли. Врачи, собравшиеся в кабинете, слушали, затаив дыхание, впитывая каждую деталь этого уникального клинического разбора. Даже Егор Павлович, сидевший в углу с демонстративно скрещенными на могучей груди руками, не отрывал пристального, изучающего взгляда от испещренной пометками схемы. Антон Вячеславович, вчерашний главный скептик, забыв о своем обычном высокомерии, склонился над самым столом, ловя каждое произнесенное слово, каждый жест. Карина стояла у окна, прислонившись к косяку, и утреннее солнце, пробиваясь сквозь стекло, превращало ее выбившиеся из пучка светлые волосы в сияющий, почти нереальный нимб. «Вы использовали технику, которой нет ни в одном нашем утвержденном стандартном протоколе», — сказал Егор Павлович, и это прозвучало скорее как констатация факта, а не как обвинение. В его голосе, привыкшем командовать, уже не было прежней ледяной враждебности, лишь тяжелое, вынужденное уважение к мастерству. «Техника Ямады, модифицированная для случаев с выраженным спаечным процессом», — кивнул Максим, его палец остановился на одном из участков схемы. Ее официально, по последним данным, применяют в 3 ведущих клиниках Японии и 2 специализированных центрах в Израиле. Не везде, согласен, есть возможность и время следить за такими узкоспециализированными публикациями. И тем не менее, Камилла Васильевна, дождавшись паузы, аккуратно собрала разбросанные по столу вспомогательные схемы и рентгеновские снимки. Результат, что ни говори, впечатляет. Пациент стабилен, вопреки всем нашим самым мрачным прогнозам. Первые, самые критические 12 часов прошли без единого серьезного осложнения. Анализы, которые мы только что получили, показывают... Она намеренно замолчала, когда Антон Вячеславович неожиданно, с резким скрипом стула поднялся со своего места. «Я хочу принести вам свои извинения, Максим Олегович». Его голос, обычно такой насмешливый и язвительный, сейчас звучал неожиданно искренне и даже сломленно. То, что вы продемонстрировали вчера в операционной, это высший пилотаж, чистейшей воды искусства. Я был неправ, сомневаясь в вас и в ваших методах. Глупо и непрофессионально неправ. Легкая, едва заметная улыбка тронула на мгновение сухие губы Максима. Но он ничего не ответил. Лишь слегка по-военному кивнул, принимая эту запоздалую капитуляцию. Он не искал ничьих признаний, не нуждался в аплодисментах. Но эта искренняя, пусть и вымученная благодарность коллеги, еще вчера смотревшего на него с нескрываемым презрением, согревала какой-то давно остывший и забытый уголок его усталой души. Камилла Васильевна, выждав этот эмоциональный момент, снова выпрямилась за своим столом, расправив усталые плечи. «Максим Олегович, от лица всей нашей больницы я хочу сделать вам официальное предложение. Мы были бы бесконечно рады видеть вас в нашем штате в качестве ведущего хирурга. Я уже подготовила предварительный проект контракта». Она протянула ему через стол строгую синюю папку с документами. «Таким специалистам, как вы, здесь, в провинции, цены нет. Вы нам нужны. Очень». Максим взял папку, ощутив под пальцами прохладу глянцевой бумаги, но даже не попытался ее открыть. «Благодарю вас за доверие и за предложение», — сказал он, и в его голосе не было ни тени высокомерия, лишь легкая усталость. «Но мне нужно немного времени. Время, чтобы подумать». «Конечно», — немедленно кивнула Камилла Васильевна. «Я понимаю. А пока, думаю, нам всем стоит сходить и навестить нашего общего пациента». Роман Савельевич Волков поджидал их в полумраке коридора перед дверьми в реанимацию, как мрачный, непрекаянный страж у ворот в подземное царство.
Его лицо, искаженное гримасой неудовлетворенного гнева, напоминало налитую свинцом грозовую тучу, вот-вот готовую разразиться оглушительным громом и ослепительными молниями. «Что ж, чудеса, как я и предполагал, длятся недолго», — бросил он вместо приветствия. Его взгляд, тяжелый и обвиняющий, скользнул по каждому из них. «А вы уже успели осмотреть пациента, Роман Савельевич?» Спокойно, без вызова спросил Максим. «Послеоперационный период, по счастью, пока протекает без видимых осложнений. Пациент в сознании, все основные показатели более-менее стабильны». Нехотя, сквозь зубы, признал Волков, делая ударение на слове «пока». Но это еще ровным счетом ничего не доказывает. Долгосрочный прогноз, я вас уверяю, все равно остается более чем сомнительным. Он резко повернулся к Камиле Васильевне, словно отсекая Максима от разговора. Я уже запросил и бегло изучил предоставленные протоколы операции и обнаружил в них множественные, грубейшие отклонения от стандартных процедур. Использование нелицензированной экспериментальной методики, значительное превышение допустимого времени оперативного вмешательства, применение нестандартных, несертифицированных инструментов. Мне придется доложить обо всех этих нарушениях на ближайшем заседании областного медицинского совета. Камила Васильевна сжала губы в тонкую, упрямую белую линию. Протоколы, Роман Савельевич, созданы для стандартных случаев. Наш же случай, как вы сами прекрасно понимаете, был вопиюще нестандартным с самого начала. «А результат? Результат еще неизвестен», — отрезал Волков, раздраженно махнув рукой. «А вот административные нарушения налицо, они очевидны. Кстати, я заодно проверил и лицензию вашего нового светила. Так вот, она не включает в себя права на проведение рискованных экспериментальных операций в стенах гражданских лечебных учреждений». Он с наслаждением поправил узел своего дорогого галстука, явно довольный произведенным эффектом. «Так что я бы на вашем месте, Камила Васильевна, не торопилась с оформлением постоянного контракта и официальным трудоустройством». Максим слушал этот стремительный, полный бюрократического яда разговор с выражением человека, наблюдающего детскую, бессмысленную ссору из окна многоэтажки, с отстраненным, чуть печальным, почти отеческим интересом. Все эти бесконечные бюрократические препоны, административные игры и дешевые интриги казались ему теперь такими мелкими, такими ничтожными после того, что ему довелось видеть и делать в своей жизни. После настоящей, непридуманной борьбы за человеческие жизни. Вопрос, по-моему, не в лицензиях и не в протоколах. Тихо, но так, что все разом замолчали, сказал он, когда Волков наконец иссяк. Вопрос в одном. Жив ли сейчас человек, который без вчерашней операции был бы к этому часу уже мертв? Все остальное — от лукавого. Волков нахмурился. Его лицо исказило гримаса чистого, неподдельного бессилия. Но он так и не нашел, что возразить этому простому и неоспоримому аргументу. Несколько долгих секунд он буравил Максима тяжелым, ненавидящим взглядом, пытаясь сломить его спокойствие. Но тот лишь молча выдерживал этот взор, не отводя глаз. И в его усталом, но твердом выражении не было ни вызова, ни страха. Лишь холодная констатация факта. Затем Волков резко, с неприличным для его статуса шумом, развернулся на каблуках и направился к выходу. Его дорогой костюм шелестел от ярости. «Мы еще непременно вернемся к этому разговору», — бросил он через плечо. И эта фраза прозвучала как самая жалкая и беспомощная из всех возможных угроз. Камила Васильевна молча проводила его взглядом, в котором читалась усталая решимость, а затем повернулась к Максиму, и ее лицо смягчилось. «Не беспокойтесь об этих административных угрозах, Максим Олегович», — сказала она тихо, но очень четко. «У меня еще остались кое-какие связи и долги в областном управлении здравоохранения. Я ведь тоже когда-то, давным-давно, начинала свою карьеру в очень сложное время». Она не стала договаривать, но в глубине ее усталых умных глаз Максим увидел отблеск каких-то давних, непростых и, должно быть, горьких испытаний, пройденных с высоко поднятой головой. «Спасибо вам», — искренне сказал он, чувствуя неожиданную теплоту. «Но, честно говоря, я уже привык к разного рода сложностям. Они, можно сказать, мои старые знакомые». Из-за тяжелой двери реанимации бесшумно появилась старшая медсестра Инна Павловна.
Женщина с лицом, похожим на сморщенное печёное яблоко, но сердцем мягким и тёплым, как только что испечённый деревенский хлеб. К пациенту пришла жена, сообщила она своим обычным, нетерпящим возражений тоном. Сидит в коридоре, плачет беззвучно. Просит разрешения войти хоть на минуточку. Надежда Петровна сидела на жесткой скамейке у стены, вся сжавшись в комок. Такая маленькая и сутулая, что казалось, будто за одну эту бесконечную ночь она постарела сразу на 10 лет. В её исхудавших, дрожащих руках она сжимала до белизны мятый, промокший от слез платок. При виде приближающегося Максима её глаза неестественно широко раскрылись, и в них вспыхнула такая безумная, такая обжигающая надежда, что на него стало больно смотреть. «Он жив?» — выдохнула она, поднимаясь ему навстречу. И в этом шепоте была заложена вся ее собственная жизнь. «Жив», — мягко, почти по-отечески ответил Максим, подходя ближе и намеренно опуская голос. «И будет жить». Операция прошла на удивление успешно. Кирилл Евгеньевич уже пришел в себя и даже пробовал говорить. Она издала странный, разрывающий душу звук, нечто среднее между сдавленным схлипом и счастливым истерическим смехом. И вдруг, совершенно неожиданно для них обоих, шагнула вперед и обхватила его своими тонкими руками, прижавшись мокрым лицом к его грубому хирургическому халату. Ее худые плечи затряслись от беззвучных, накатывающих волной рыданий. Рыданий облегчения, страха и нахлынувшего счастья. Максим, смущенный, но тронутый, осторожно, почти невесомо положил свою большую ладонь ей на спину, чувствуя, как бьется это маленькое, измученное сердце. «Можно мне теперь к нему?» Наконец выговорила она, отстраняясь и сгоряча вытирая лицо рукавом своего старенького пальто. 5 минут», — строго сказала подошедшая Инна Павловна. Но ее обычная суровость была сегодня явно наигранной, и в глазах светилась та самая, редкая для нее улыбка. «И никаких волнений, вы меня слышите? Никаких!» Максим лично проводил Надежду Петровну до дверей палаты, на ходу тихо объясняя. Сейчас начинается самый важный, самый сложный этап — реабилитация. Впереди еще очень много работы, возможны и осложнения, но главное, во что нужно верить безоговорочно, это в его выздоровление. Ваша поддержка, ваше спокойствие и ваша вера сейчас — лучшее и самое сильное лекарство, сильнее всех наших антибиотиков. Он остановился у самой двери в реанимационную палату, пропуская ее вперед, и остался в коридоре, наблюдая, как она, сделав глубокий вдох, неслышными шагами входит внутрь. В стерильной комнате пахло озоном, лекарствами и сладковатым запахом антисептика. Мерно, убаюкивающе пищали мониторы, отслеживая ритм чужого сердца. Кирилл Евгеньевич лежал неподвижно, опутанный проводами и трубками. Но когда его жена приблизилась, его веки дрогнули, и глаза медленно открылись. Во взгляде, еще мутном от наркоза, плескалось целое море эмоций. Недоумение, слабая, но уже узнающая радость и глубочайшее, почти детское недоверие. «Надя». Его голос был слабым, хриплым после интубационной трубки, но это было живое, настоящее слово. Я такой странный сон видел». Максим тихо отступил, давая им полную, абсолютную свободу этой минуты, оставляя их наедине с их общим чудом. В коридоре к нему, словно из ниоткуда, подошла Карима. «Приехали дети Кирилла Евгеньевича», — тихо сообщила она. «Сын срочно вылетел из Новосибирска, дочь из Москвы. Они хотят поговорить с вами. Только с вами». Молодые люди ждали его в холле, у самого входа в реанимационное отделение. Серьезный, крепко сбитый мужчина лет 35, унаследовавший от отца тот самый прямой, открытый и честный взгляд. И женщина, чуть моложе, нервно теребящая в руках длинный мягкий шарф. Ее глаза были красны от бессонницы и слез. При виде Максима они оба разом поднялись. «Спасибо вам». Просто, без лишних слов, сказал сын, первым протягивая руку для крепкого мужского рукопожатия. «Я Андрей. Это моя сестра Маргарита». Он на секунду замолчал, подбирая нужные, небанальные слова, но так и не нашел их. «Нам сообщили, что вы... что отец...»
В его сильном, твердом рукопожатии было все, что он хотел и не мог высказать. И благодарность, и надежда, и подавленное волнение. Мы уже и не надеялись, честно. Тихо, почти шепотом добавила Маргарита, и ее голос дрогнул. Другие врачи в областной говорили, что осталось всего несколько недель, что помочь уже ничем нельзя. Максим кивнул, глядя им прямо в глаза. «Ваш отец — невероятно сильный человек, с огромным, я бы даже сказал, феноменальным запасом прочности. И у него теперь есть очень хорошие шансы на полноценное восстановление, но потребуется время. Много времени, терпения и вашей помощи». Он подробно, но без излишнего запугивания, стал объяснять им план дальнейшей реабилитации, необходимые процедуры, диету, возможные осложнения, на которые нужно будет обращать внимание. Андрей слушал, не перебивая, с сосредоточенным вниманием человека, привыкшего брать на себя ответственность, и задавал точные, практичные, по-инженерному выверенные вопросы. Маргарита смотрела на Максима с тихой, бездонной благодарностью, изредка смахивая с ресниц навернувшуюся слезу. «Спасибо, что дали ему шанс увидеть, как растут его внуки», — сказала она, когда Максим закончил свое объяснение. И в этих простых, таких житейских словах было столько искренней, немой признательности, что у самого Максима внезапно и неожиданно перехватило горло, и в глазах потемнело. Все, что он делал за долгие годы учебы в академии, все те адские командировки в горячие точки, все эти полевые госпитали, кровь, боль и отчаяние, в этот миг все это обрело, наконец, свой высший, очищающий смысл и болезненную, пронзительную полноту. Он лишь молча кивнул, не доверяя своему голосу, и поспешно отвернулся, делая вид, что с предельным вниманием изучает данные на ближайшем мониторе. К вечеру, словно по какому-то незримому телеграфу, по всей больнице разнеслась новость, которая уже казалась чем-то фантастическим. Пациент из 16-й палаты, тот самый, которому единогласно предрекали скорую и неминуемую смерть, после рискованной операции нового странного хирурга не только не умер, но и стабильно, день ото дня, идет на поправку. В ординаторскую, где Максим, согнувшись над столом, заполнял бесконечные послеоперационные документы, теперь постоянно заглядывали медсестры под предлогом взять журнал, спросить о назначениях или просто проверить, не нужна ли помощь. Молодые врачи, ординаторы и интерны собирались в оживленные, шепотом переговаривающиеся группки прямо в коридоре, с горящими глазами обсуждая детали вчерашней операции, которые за неполные сутки уже успели обрасти самыми невероятными легендами и домыслами. После ужина, когда основная суета поутихла, к нему напрямую, сбившись у двери как два провинившихся школьника, подошли два самых молодых ординатора — Сергей и Дмитрий. Оба недавние, пахнущие еще свежей типографской краской дипломов, выпускники медицинского. «Максим Олегович», — нерешительно, переминаясь с ноги на ногу, начал Сергей. «Мы слышали, то есть нам рассказали о той технике сосудистого шва, которую вы применяли в самом сложном месте. Могли бы вы просто показать? Хотя бы в общих чертах?» — выпалил Дмитрий, краснея до корней волос. Максим медленно поднял взгляд от кипа бумаг, и в его усталых глазах мелькнула теплая, понимающая искорка. «Конечно», — сказал он, откладывая ручку. «Вам удобно прямо сейчас?» Так началось то, что позже в стенах Кадниковской больницы с благоговейным шепотом будут называть «Вечерней академией Максима». В пустой, залитой мягким светом вечерней ординаторской он расстелил на столе несколько чистых хирургических салфеток, разложил принесенные из операционной пинцеты, зажимы и иглодержатели и начал показывать. Медленно, подробно, с комментариями. Те самые техники, выученные когда-то в самых разных, порою экзотических уголках мира. Молодые врачи смотрели, буквально впиваясь глазами в его ловкие, уверенные пальцы, пытаясь повторить эти сложные, почти магические движения. Вскоре к ним присоединились еще несколько человек, а через дверь, уже не скрывая интереса, за происходящим наблюдала Карина. Через час импровизированный мастер-класс, разросшись и набрав критическую массу энтузиазма, продолжился уже в самом коридоре,
Двери ординаторской физически не вмещали всех желающих приобщиться к этому негласному ликбезу от хирурга-легенды. Именно в этот момент из своего кабинета, явно собравшись домой после долгого дня, вышел Егор Павлович. Он остановился как вкопанный, заметив необычное для вечернего времени оживление. Максим как раз показывал на скрученном в жгут больничном полотенце технику экстренной остановки артериального кровотечения одним движением, используя подручные средства. Несколько минут заведующий хирургическим отделением молча наблюдал за происходящим из своего угла. Его лицо оставалось каменной маской, не выдававшей ни единой эмоции. Затем, сделав над собой видимое усилие, он тяжелой поступью подошел ближе. «Вы показываете модификацию техники Саркисова?» — глухо спросил он, обращаясь к Максиму поверх голов собравшихся. Максим, не прерывая демонстрации, кивнул. Ее адаптацию для полевых условий, где нет ни времени, ни оборудования для тонкостей. Егор Павлович помолчал. Его взгляд блуждал по лицам молодых врачей, замерших в ожидании его реакции. Затем он неожиданно, срывающимся голосом сказал: «Я видел ее применение. Однажды, на учениях. Еще в 80-е. Но с тех пор мало кто использует эту методику. Считают ее варварской». «Это большая ошибка», — спокойно, но твердо парировал Максим. «Она проста, надежна и спасла десятки, если не сотни жизней в тех местах, где нет ни ангиографов, ни сосудистых хирургов, а есть только твои руки и 5 секунд на принятие решения». Они обменялись долгим, тяжелым, испытующим взглядом. Седовласый мэтр провинциальной хирургии и бродячий хирург-виртуоз. И что-то в глазах Егора Павловича в этот момент дрогнуло. Изменилось. В его суровом взоре появилась трещина, а за ней — тень сомнения, горького признания, а может быть и давно забытое уважение к настоящему мастерству, не скованному догмами. «Продолжайте», — наконец откашлившись, сказал он и, уже отворачиваясь, помедлив, добавил. «Если потребуется дополнительный материал для демонстраций, шовный, модели сосудов, я могу это организовать». Максим лишь снова коротко кивнул, и старший хирург, не глядя ни на кого, тяжелой походкой направился к выходу, оставив после себя в коридоре странное, почти осязаемое ощущение начавшегося, хрупкого и непростого, но все же примирения. Ночь, густая и бархатная, давно уже окутала спящую больницу своей благодатной тишиной. Максим, чувствуя, как его измотанное за день тело кричит о передышке, снова поднялся на крышу, на это свое нехитрое убежище. После долгого дня до краев наполненного суетой, чужими эмоциями и своим собственным внутренним напряжением, он испытывал животную потребность в абсолютной тишине и в том ощущении безграничного пространства, которое дарило только ночное небо. Звезды висели сегодня невероятно низко, огромные и яркие, словно бы касаясь своими холодными лучами крыш маленького, уснувшего города. Такое чистое, ясное, пронзительное небо бывает только вдали от шумных, загазованных мегаполисов, затерянных в самой глубинке. Он достал из кармана свой телефон, старенький, с потрескавшимся экраном, который он в последние месяцы странствий использовал все реже и реже. 3 пропущенных звонка и одно короткое, но ёмкое сообщение от Ахмеда, его бывшего коллеги по «Врачам без границ». «Максим, брат, срочно нужны опытные хирурги для новой миссии в Ливане. Обстановка критическая, больше 1000 раненых. В основном гражданские, дети. Знаю, ты взял перерыв, но твои навыки нужны как никогда. Твои руки спасли бы десятки. Позвони, как только сможешь». Максим, долго не мигая, смотрел на эти короткие сухие строчки. Но за ними вставала целая буря образов, звуков и запахов. Ливан. Тысячи изувеченных, обезумевших от боли людей. Полевые госпитали, насколоченные из палаток с минимальным, вечно ломающимся оборудованием. Работа на износ, по 18 часов без сна, под случайными, но оттого не менее смертоносными обстрелами. И сотни жизней, которые он мог бы спасти, которые зависели бы от скорости его рук и верности его глаза. А здесь? Тихая, почти сонная провинциальная больница, первая за долгие годы стабильность, пусть и призрачная.
возможность учить, передавать свои знания этим голодным до науки молодым врачам. И одна жизнь. Одна, но выстраданная, вырванная у смерти в 5-часовом бою жизнь Кирилла Евгеньевича. Человека, которого он буквально вытащил с того света. Один спасенный человек против сотен, ждущих его помощи там, за 1000 километров. Невыносимо тяжелый, разрывающий душу выбор. Карина появилась так же бесшумно, как и в прошлый раз, отчего Максим снова вздрогнул, вынырнув из своих тяжелых раздумий. Она подошла ближе и встала рядом, плечом к плечу, тоже глядя в бескрайнюю чашу ночного неба. «Позвали обратно?» — тихо спросила она, чуть заметно кивнув на телефон в его зажатой руке. «Новая миссия. В Ливане. Очень много раненых. Катастрофически много». Так же тихо ответил он, не в силах скрыть тяжесть в голосе. Она не стала ничего говорить сразу, дав ему эту бесценную минуту молчаливого понимания и пространства для его мучительных размышлений. Потом, глядя куда-то вдаль, на темный силуэт спящего города, также тихо произнесла: «Знаешь, мой муж, летчик, всегда говорил, что на этой службе есть разные виды спасения. Иногда гораздо важнее спасти одного человека полностью, вернуть его целым и невредимым его семье, его жизни, чем бросить сотню на полпути недолеченными, в надежде успеть помочь следующим». Максим повернул к ней голову, с новым живым интересом вглядываясь в ее черты, освещенные лунным светом. Что он имел в виду? Карина повернулась к нему лицом. Ее лицо в этом призрачном серебристом свете казалось одновременно и особенно юным, хрупким и не по годам серьезным, полным какой-то древней, выстраданной мудрости. Он был военным летчиком. Ее голос притих, став частью ночной тишины. Их эскадрилья выполняла не боевые вылеты, а гуманитарные миссии. Доставка продовольствия в осажденные города, эвакуация мирных жителей из самых адских точек. И однажды ему пришлось сделать выбор. Самый страшный в его жизни. Она сделала паузу. И в этой паузе слышалось эхо той давней, невысказанной боли. Взять на борт больше людей сверх всякой нормы, рискуя не дотянуть до безопасной зоны и погубить всех? Или спасти меньше, но гарантированно доставить их живыми? Он выбрал второе. Максим молчал, не двигаясь, боясь спугнуть хрупкую нить ее откровения. И он был прав. Карина выдохнула, ее плечи распрямились, как будто с них свалилась тяжесть. Другой экипаж в другой машине, который решился на большее, их самолет не справился с нагрузкой при посадке. Никто. Ни один человек не выжил. Максим задумался, и в его сознании, привыкшем к черно-белым решениям поля боя, вдруг возникла трещина. В словах Карины, таких простых и таких горьких, была своя неумолимая правда. Его собственная работа в горячих точках часто была именно такой — лихорадочной, изматывающей гонкой со смертью, где ты пытался спасти как можно больше, прекрасно понимая, что для многих это лишь краткая отсрочка, ведь после тебя не будет нормальных больниц, квалифицированной реабилитации, а только новые взрывы и новое горе. Здесь же, в этом тихом, заснувшем Кадникове, все было иначе. Можно было не просто блеснуть мастерством в критической ситуации, а провести операцию, а затем день за днем, неделя за неделей наблюдать за полным, неторопливым циклом восстановления. Видеть результаты своей работы не в сухих отчетах и процентах выживаемости, а в конкретных, живых, наполненных новым смыслом, человеческих судьбах. Ты до сих пор скучаешь по нему? Тихо, почти шепотом спросил Максим, боясь нарушить хрупкость момента. «Каждый день», — так же просто и ясно ответила Карина. Но его смерть, она научила меня ценить даже самые маленькие, казалось бы, победы. Потому что одна единственная спасенная жизнь, вырванная у небытия, — это целая вселенная для тех, кто ее любит. А ты, Максим, вернул целую вселенную Кириллу Евгеньевичу, его жене, его детям, его внукам. Они стояли молча, плечом к плечу, глядя на бесстрастные холодные звезды. И между ними, в этой ночной прохладе, возникло странное, новое для них обоих чувство близости.
Не романтической, а глубоко человеческой, понимающей, основанной на общем, выстраданном опыте потерь, боли и тихого ежедневного исцеления. «Я еще не принял решение», — наконец, прорвав тишину, сказал Максим. Мне нужно время, чтобы все обдумать». Карина кивнула. Ее взгляд был полон понимания. «Конечно. Но знай, что здесь, в этих стенах, тебя ждет работа, которая ничуть не менее важна, чем та, что зовет тебя обратно. Она просто другая, глубже, что ли». Она повернулась, чтобы уйти, но на самом пороге, удерживая дверь рукой, обернулась. «Завтра у меня запланирована сложная операция на желчном. Пациентка — пожилая женщина, случай непростой. Если захочешь, я буду рада, если ты примешь участие в качестве ассистента». «С удовольствием». В голосе Максима впервые за этот вечер прозвучала легкая, почти неуловимая улыбка. С большим удовольствием. Когда дверь за ней мягко закрылась, он еще очень долго стоял на прохладной бетонной крыше, вслушиваясь в редкие, убаюкивающие звуки спящего города. Лай дальней собаки, скрип фонарного столба на ветру, и размышляя о тех самых странных, непредсказуемых поворотах судьбы, что привели его, закаленного в боях военного хирурга, в это тихое, ничем не примечательное место. Он думал о разных видах спасения, о ценности обычной, спокойной, скучной жизни, в которой нет места грохоту разрывов, вою сирен и липкой теплой крови на руках, которую не смыть никаким мылом. И впервые за многие годы ему показалось, что, возможно, именно здесь, под этим ясным провинциальным небом, он наконец-то сможет найти то, что безуспешно искал в своих долгих, изматывающих странствиях. Не только возможность спасать жизни, но и тот самый утерянный когда-то шанс — исцелить, залатать, успокоить свою собственную, израненную и усталую душу. Первые еще робкие лучи октябрьского солнца только-только начали золотить верхушки пожелтевших берез, когда Максим, накинув халат, вышел в больничный сад. Воздух был холодным и прозрачным, пахло прелой листвой и обещанием нового дня. На скамейке под старым могучим кленом, листья которого пылали в утреннем свете всеми оттенками багрянца и золота, сидел Кирилл Евгеньевич. За 3 недели, прошедшие после операции, он изменился до неузнаваемости. Его лицо, прежде серое и обвисшее, приобрело здоровый телесный оттенок. На щеках проступил румянец. Исчезла та страшная восковая желтизна кожи, что выдавала безнадежного онкологического больного. Но самое главное, в его глазах, глубоко посаженных, но теперь ясных, появился тот самый особый, неуловимый блеск, который отличает человека, заглянувшего в самое лицо смерти и нашедшего в себе силы отвернуться от нее. «Доброе утро, Кирилл Евгеньевич», — поздоровался Максим, присаживаясь рядом на прохладную скамью. «Доброе, Максим Олегович», — улыбнулся в ответ пациент, и в его улыбке не было ни тени былой усталости или отчаяния. «Утро и впрямь доброе. Каждое новое утро теперь — это бесценный подарок, который я раньше не замечал». Максим достал из кармана своего халата сложенный в несколько раз лист с результатами последних анализов. Биохимия крови практически в норме, все онкомаркеры отрицательные. Идет активная регенерация тканей, печень справляется. Ваш организм восстанавливается именно так, как мы с Кариной Вадимовной и надеялись, даже лучше. Кирилл Евгеньевич кивнул. Но в его спокойном, внимательном взгляде читалось нечто неизмеримо большее, чем просто удовлетворение от хороших цифр и графиков. Это был взгляд человека заново, с благоговением открывающего для себя ценность каждого вздоха, каждой минуты, проведенной под этим осенним, пронзительно-синим небом, возможности просто сидеть и чувствовать на своем лице живительное тепло еще не яркого солнца. «Надежда говорит, что я стал другим человеком», — тихо, задумчиво произнес он, глядя куда-то вдаль на огненные кроны деревьев. И она права. Я изменился не только здесь, он провел рукой по груди, но и внутри. Всё перевернулось. «Это абсолютно естественно», — мягко отозвался Максим. «После таких испытаний, после того, как ты проходишь по самому краю, многое в жизни видится иначе, под другим углом.
Я наблюдал это и у солдат, вернувшихся с тяжелейшими ранениями, и у мирных жителей, переживших бомбежки. Они называли это вторым рождением, более осознанным. Кирилл задумчиво посмотрел на свои собственные руки. Руки инженера, мастера, привыкшие за 40 с лишним лет к точным, выверенным движениям и к конкретным логичным решениям. Знаете, что самое парадоксальное, доктор? Я почти благодарен этой болезни. Он увидел удивление в глазах Максима и печально улыбнулся. Она вывернула меня наизнанку, показала мне с жестокой хирургической точностью, как много по-настоящему важного я упускал, слепо гоняясь за всем тем, что казалось таким существенным. Он сделал неопределённый, разочарованный жест рукой, словно отмахиваясь от призраков прошлого. Работа, карьера, статус, деньги. А теперь-то я понял, что важно на самом деле только одно — просыпаться утром и видеть рядом лицо своей Нади. Слышать по телефону голоса своих повзрослевших детей. Знать, что я еще обязательно увижу, как подрастает мой маленький внук, и возьму его на руки. Его голос, до этого момента такой твердый, внезапно дрогнул, перешел на шепот, и он замолчал, не в силах продолжать. Максим понимал это чувство до самой глубины своей израненной души. Оно было мучительно знакомо ему по годам работы в самых отчаянных, богом забытых уголках планеты, где сама жизнь становилась хрупкой и обнаженной. Именно там, на самой острой грани между бытием и небытием, люди, будто сдирая с себя старую грубую кожу, обретали удивительную, почти болезненную ясность сознания. Ту самую магическую способность видеть суть вещей, начисто освобожденной от всей мишуры и суеты повседневности. Их тихий, задушевный разговор внезапно прервал четкий, приближающийся звук нескольких пар шагов, громко шуршавших по усыпанной листвой аллее. По главной дорожке сада шла целая неторопливая процессия. Во главе Камила Васильевна. А рядом с ней, к своему величайшему удивлению, Максим узнал массивную, уверенную в себе фигуру Егора Павловича. И, что было уже совсем из разряда невероятного, самого Романа Савельевича Волкова, снизошедшего до визита в их захолустную больницу с собственной персоной. «Вот, пожалуйста, Роман Савельевич». Жестом полным скрытого торжества указала Камила Васильевна на сидящего на скамейке Кирилла. «Наш главный пациент на утренней прогулке. Всего 3 недели назад, напомню, его история болезни была для вас классическим примером безнадежного случая». Роман Савельевич, не говоря ни слова, тяжело подошел ближе и окинул Кирилла Евгеньевича долгим, пристальным, профессионально оценивающим взглядом с головы до ног. «Добрый день. Ну и как вы себя чувствуете?» — спросил он, и в его голосе сквозь привычную надменность пробивалось искреннее любопытство. «Знаете, доктор, лучше, чем за последние 2 года, если честно». Просто, без упрека и без лести, ответил Кирилл, и в его спокойных глазах читалась та самая ясность, о которой только что говорил Максим. Роман Савельевич коротко хмыкнул, словно проверяя, не ослышался ли он. Затем неожиданно достал из кармана своего безупречного халата складной фонендоскоп. «Позволите?» — уже не спрашивая, а констатируя, он приложил мембрану к груди пациента. После короткого, но невероятно тщательного осмотра, включавшего простукивание и пальпацию, он медленно выпрямился во весь свой внушительный рост. На его обычно непроницаемом, надменном лице теперь читалось плохо, очень плохо скрываемое, чистейшее изумление, смешанное с профессиональным интересом, который был сильнее всех его амбиций. Повернувшись к Максиму, он явно через силу выдавил из себя. «Я изучил послеоперационную историю болезни и все свежие анализы. Результаты, признаю, выглядят более чем впечатляюще. Возможно, мы несколько недооценили некоторые аспекты данного клинического случая». «Некоторые аспекты?» Мягко, с едва заметной, но понимающей улыбкой переспросил Максим. Или, быть может, всю сложившуюся парадигму подхода к таким пациентам? Волков нахмурился. Его брови грозно сдвинулись. Не стоит, молодой человек, превращать несомненный медицинский успех в повод для личного торжества. Я говорю сугубо о методике Ямады, которую вы, судя по всему, рискнули модифицировать. В ее основе, если разобраться, лежит глубокая,
но спорное понимание взаимосвязи нейроэндокринных факторов и патологической васкуляризации опухоли, которые И неожиданно, прямо здесь, в больничном саду, под меланхоличный шелест опадающих осенних листьев, между двумя этими полярными хирургами развернулась самая настоящая, живая и страстная научная дискуссия. Два мастера, представители двух разных, почти враждебных школ и мировоззрений, заговорили на одном языке. Языке фактов, анатомии и физиологии, который в одно мгновение стер все границы статусов, званий и былых обид, оставив лишь голую, кристально чистую суть. Максим спокойно и уверенно, опираясь на конкретные случаи и малоизвестные зарубежные исследования, объяснял принципы своего рискованного подхода. Волков слушал, впитывая. Его взгляд стал острым и внимательным. Он иногда кивал, иногда резко и аргументированно возражал, но в его тоне уже не было и следа прежней слепой враждебности. Лишь азарт ученого, столкнувшегося с чем-то новым и необъяснимым в рамках его картины мира. Кирилл Евгеньевич, молча наблюдавший эту удивительную сцену, вдруг с абсолютной ясностью понял, что стал теперь не просто пациентом, чудом вернувшимся с того света, но и живым мостом между двумя разными вселенными, между старым и новым, между догмой и смелостью. Той самой возможностью для диалога, который без него, его болезни и его выздоровления никогда и ни за что бы не состоялся. «Что ж, я направлю к вам на стажировку группу своих лучших ординаторов». Неожиданно, уже прощаясь, заключил Волков, когда дискуссия сама собой иссякла. Им будет чрезвычайно полезно расширить свои профессиональные горизонты. И это, прозвучавшее почти небрежно предложение, было самым близким к безоговорочному признанию своего поражения, на что только был способен человек его положения, возраста и несгибаемого характера. Камилла Васильевна, стоявшая поодаль, едва сдерживала торжествующую счастливую улыбку, понимая, что битва выиграна не силой, а умением. Итак, коллеги, сегодня я хочу подробно показать вам технику микрососудистого шва, которую мы были вынуждены применять в полевых госпиталях при тотальном дефиците оборудования. Максим стоял в центре небольшого, но заполненного до отказа конференц-зала больницы, окружённый кольцом молодых, жадно внимающих ему врачей. Его стихийный хирургический кружок, начавшийся как скромные вечерние посиделки, превратился в официальные, регулярные семинары, на которые теперь съезжались специалисты не только из их больницы, но и из соседних районов и даже городов. И сегодня среди слушателей, что было немыслимо еще месяц назад, сидели двое подтянутых молодых людей, те самые ординаторы из областного центра, которых порекомендовал своим волевым решением Роман Савельевич. Обратите пристальное внимание на положение пальцев. Максим демонстрировал ювелирное движение на специальном сосудистом тренажёре. Его руки были твёрды и уверены. Классическая академическая техника предполагает совершенно иную позицию инструмента. Но когда у вас ограниченная видимость, кровь, заливающая поле и минимум освещения, именно эта, кажущаяся неудобной модификация, даёт вам на 30% больше контроля и точности. Карина, стоявшая рядом с демонстрационным столом, быстро и аккуратно делала подробные записи в своем планшете. Ее смелая инициатива по созданию и внедрению собственного, адаптированного для районных больниц протокола новых хирургических техник, к всеобщему удивлению получила не просто одобрение, а самую настоящую поддержку не только Камиллы Васильевны, но и серьезных чинов из областного департамента здравоохранения. «А теперь, Антон Вячеславович, ваша очередь. Попробуйте повторить». Максим протянул инструменты молодому врачу, который всего 3 недели назад смотрел на него с плохо скрываемым скепсисом и презрением. Сейчас же в глазах Антона читалось лишь одно — сосредоточенное, предельное внимание настоящего ученика, жаждущего знаний. Первая успешная операция Максима стала для него настоящим откровением. Болезненным, но очищающим осознанием того, что за внешним лоском его престижного образования и внушительной коллекции сертификатов скрывалась пугающая пустота, недостаток той самой живой, выстраданной практики, что не пишется в учебниках. И теперь он, отбросив гордыню,
с неожиданным для самого себя рвением и смирением учился всему, что мог предложить этот удивительный, странный хирург с его бесценным, пропахшим порохом и йодом, опытом работы в настоящих горячих точках. В дверях конференц-зала, залитого ярким светом, возникла знакомая массивная фигура. Егор Павлович редко посещал эти занятия, предпочитая наблюдать за их ходом со стороны, из своего кабинета, сохраняя дистанцию и начальственный скепсис. Но сегодня, неожиданно для всех, он, помедлив на пороге, переступил его и вошел внутрь. Молча встав в самом конце зала, рядом с молодыми ординаторами, и его появление повисло в воздухе звенящей тишиной. «Могу я внести небольшое, сугубо практическое замечание?» — спросил он своим глуховатым басом, когда Антон, покраснев от напряжения, закончил свою неуверенную попытку повторить шов. Максим, не выражая ни малейшего удивления, с искренним интересом посмотрел на него и жестом пригласил. «Конечно, Егор Павлович, ваш опыт бесценен. В условиях нашей, пусть и скромной, но оснащенной больницы, начал заведующий, подходя к демонстрационному столу и беря в свои мощные, покрытые веснушками руки инструмент. Эту технику можно и нужно дополнить использованием микрососудистых зажимов системы Оклахома. Его пальцы, толстые, неловкие на вид, с неожиданной ювелирной нежностью взяли пинцет. Они при определенном навыке позволяют идеально стабилизировать край сосуда во время наложения шва, сводя к нулю риск его прорезывания. И, к изумлению всех присутствующих, Егор Павлович перешел к подробному, детальному объяснению собственной модификации техники, основанной на многолетнем, пусть и сугубо мирном опыте. Максим внимательно, не перебивая, слушал его. Его взгляд скользил по уверенным движениям рук коллеги, и в его глазах загоралось понимание. Когда тот закончил, Максим коротко кивнул. «Отличное, практичное предложение. Объединение нашего полевого подхода с вашими возможностями стационара даст в сумме не 2, а 3. Наилучший возможный результат для пациента». И в этот самый момент, незримо, но ощутимо для всех, что-то дрогнуло и изменилось в самой атмосфере больницы, в ее вековых стенах. Медленно, почти незаметно для глаза, но абсолютно необратимо, как поворот русла большой реки. Древние стены, десятилетиями впитывавшие дух строгой, почти военной иерархии и незыблемых, как скала, правил, впервые стали свидетелями рождения нового духа. Духа сотрудничества, где разный опыт, разные школы и разные поколения перестали, наконец, противостоять друг другу, а начали бережно, уважительно дополнять, обогащая друг друга. Парикмахер, пожилой мужчина с пальцами, навсегда окрашенными в странный фиолетовый оттенок как бесконечных химических составов для волос, закончил свою работу и с торжествующим видом протянул Максиму зеркало. «Вот видите, совсем другое дело. Теперь вы смотритесь как солидный доктор, а не как тот, вы понимаете, бородатый странник». Максим усмехнулся, разглядывая в зеркале свое преображенное отражение. Короткая аккуратная стрижка и борода, которую он все же решил оставить, как память, как часть себя. Но теперь ухоженная, подстриженная, придавшая лицу респектабельную строгость. Его лицо, освобожденное от густой растительности, словно обрело новую резкую четкость. Проступили скулы, линия подбородка, шрам. Это было уже лицо не вечного скитальца, а человека, обретшего, наконец, уверенность в своем месте в этом мире. После парикмахерской он, повинуясь какому-то новому, незнакомому чувству, зашел в небольшой магазин одежды и, к собственному удивлению, без лишних раздумий выбрал несколько простых, но качественных рубашек, пару темных брюк и теплый плотный свитер для приближающейся суровой кадниковской зимы. Каждая покупка, каждый пакет в его руке ощущались не как необходимость, а как маленький, но твердый шаг к обустройству новой, оседлой, размеренной жизни, так не похожей на лихорадочную спешку полевых госпиталей или бесприютное бродяжничество последних месяцев. Вечером того же дня он вместе с Кариной осматривал небольшую, но уютную квартиру в старом добротном двухэтажном доме, всего в 2 улицах от больницы. Комнаты были залиты последними лучами заходящего солнца, с высокими, по-старинному белыми потолками и невероятно широкими, почти площадками-подоконниками, на которых так удобно было бы сидеть часами, наблюдая за неспешной, тихой жизнью провинциальной улочки. «Здесь будет очень хорошо»,
сказала Карина, подходя к окну и глядя на пустынную в этот час улицу. «И мой дом, кстати, всего в 3 кварталах отсюда, рукой подать». Она повернулась к нему, и в ее теплом, спокойном взгляде читался тот самый вопрос, который она не решалась произнести вслух, давая ему время и пространство. Их отношения, зародившиеся в операционной, развивались медленно, осторожно, без суеты. Как будто 2 человека на своих плечах, вынесшие тяжесть настоящих потерь и знавших истинную горькую цену каждой привязанности, боялись спугнуть хрупкий росток чего-то нового. «Я остаюсь», — просто и ясно сказал Максим, отвечая на этот невысказанный вопрос. «Сегодня утром я подписал контракт с больницей на 2 года. Камила Васильевна сделала мне предложение, от которого невозможно было отказаться». «Новое хирургическое отделение?» — догадалась Карина, и в уголках ее глаз заплясали веселые морщинки. Он кивнул. «Специализированное, с современным оборудованием и полной свободой рук в выборе методик. Я буду его руководителем». Карина широко улыбнулась, но не стала торопить события. Не стала спрашивать ни о нем, ни о них, ни о том будущем, которое пока лишь робко намечалось в пространстве между ними. Она, как никто другой, понимала, что для человека, прошедшего сквозь ад войны и не раз смотревшего в глаза смерти, каждый новый шаг, каждое новое обязательство требовали мужества совсем иного рода, нежели то, что было нужно для работы под свист пуль и разрывы снарядов. «Познакомься тогда с мужем», — попросила она вместо всего этого, переведя разговор в спокойное бытовое русло. «Он давно хочет встретиться с тобой. После того, как ты вчера по телефону рассказал ему про тот случай в Сирии, он только о тебе и говорит». «С огромным удовольствием», — искренне улыбнулся Максим. «Только предупреди его, что я уже не тот колоритный бродяга, с которого рисовали портрет». Дом Кирилла Евгеньевича оказался просторным, уютным одноэтажным строением на самой окраине города, с небольшим, но тщательно ухоженным садом и аккуратной кирпичной мастерской во дворе. Калитка, словно в ожидании гостей, была приветливо распахнута настежь, а на крыльце, заслышав шаги, уже стояла и сияла улыбкой Надежда Петровна. «Заходите, заходите, дорогие вы мои!» Встретила она Максима и Карину так, будто они были ее родными детьми, вернувшимися из долгой дальней дороги. «Кирилл-то мой с самого утра как на иголках, все твердит: доктор к нам в гости идет, надо самое хорошее вино достать, самое лучшее». В гостиной, залитой теплым светом торшера, пахло домашней выпечкой и яблоками. И в центре этого уюта, в своем большом кожаном кресле, восседал словно добрый патриарх большого и дружного семейства сам Кирилл Евгеньевич, одетый в нарядную, отглаженную рубашку. Рядом, заполняя собой все пространство, расположились его сын Андрей с женой и маленьким курчавым сынишкой, прилетевший специально из Новосибирска, и дочь Маргарита, сорвавшаяся с важных московских проектов. «Вот он, мой второй отец, мой спаситель». Кирилл с некоторым усилием, но гордо поднялся им навстречу, и его рукопожатие было на удивление крепким, полным жизни и силы. «Проходите к столу, место для почетных гостей давно готово. Сегодня у нас, считайте, двойной праздник. Во-первых, мое настоящее, полноправное возвращение домой. А во-вторых...» И он сделал паузу, полную театрального напряжения, и его взгляд, теплый и гордый, пришел на дочь. «И мой переезд обратно в Кадников», — закончила за него Маргарита, смущенно улыбаясь и краснея, как девочка. Я решила вернуться домой. Буду работать в нашей местной школе, преподавать историю и обществознание». После всей этой истории с болезнью отца она наконец-то поняла, что никакая Москва с ее карьерными высотами не заменит семью и тот самый воздух, которым дышится по-настоящему легко. Тихо, с дрожью в голосе, пояснила Надежда Петровна, с любовью накладывая Максиму на тарелку еще один горячий, дымящийся пирожок. «И мы, конечно, бесконечно рады. Просто не передать как». Вечер прошел в невероятно теплой, почти что родственной атмосфере, где все границы между врачом и пациентом, между гостем и хозяином окончательно стерлись. Они говорили обо всем на свете, о будущем больницы и новом отделении, о смелой школьной программе, которую задумала внедрить Маргарита.
о невероятных, по твердому убеждению деда, талантах маленького внука, который непременно должен был пойти по его стопам и стать гениальным инженером. Когда Максим стал прощаться, Кирилл Евгеньевич, схватив его за локоть, настойчиво отвел в сторону, в прихожую. «Я никогда, слышите, никогда не смогу отблагодарить вас сполна за то, что вы для меня сделали», — сказал он, и его голос, обычно такой уверенный, дрогнул от переполнявших его чувств. «Никакими словами, никакими деньгами. Это моя работа, Кирилл Евгеньевич», — просто без ложной скромности ответил Максим. «Я врач. Я делаю то, чему учился». «Нет!» — с внезапной страстью покачал головой старый инженер. «Ваша работа — оперировать, резать и зашивать. А вы вернули мне жизнь. Не просто продлили существование, а вернули ее полной, настоящей. И не только мне». Он выразительно кивнул в сторону гостиной, откуда доносился смех. «Им всем. Знаете, что сказала мне Маргарита, когда объявила о своем решении? Папа, я поняла, что нельзя быть так далеко от тех, кого по-настоящему любишь. Потому что жизнь, она оказалась такой хрупкой». Он помолчал, давая Максиму впитать эти слова, а затем тихо, почти по-отечески спросил. «А вы нашли, наконец, свой дом, Максим Олегович?» «Кажется, да», — так же тихо ответил Максим, и его взгляд сам собой потянулся к Карине, которая в это время о чем то оживленно беседовала с Маргаритой, и в ее улыбке было столько света, что перехватывало дыхание. Впервые за очень долгое время. Выходя со двора и оборачиваясь, Максим замер на мгновение. В освещенных теплым светом окнах большого дома двигались, как в немом кино, силуэты обычной шумной счастливой семьи, объединенной не просто родством, а той самой настоящей прочной любовью и общими, теперь уже светлыми воспоминаниями. И он внезапно, с пронзительной ясностью понял, что именно ради этого он когда-то, в далекой юности, и стал врачом. Не для громких научных достижений, не для спасения всего человечества, а вот для этих, казалось бы, маленьких, частных чудес. Чтобы один конкретный человек мог вернуться в свой дом, к своему столу. Чтобы взрослые дети могли снова видеть своих стареющих родителей, а маленькие внуки — слышать их мудрые рассказы. Чтобы простая, такая хрупкая человеческая жизнь, самое удивительное чудо на этой земле, могла продолжаться. Подход к организации медицинской помощи в районных больницах нуждается в кардинальном пересмотре, говорила Камила Васильевна, энергично расхаживая по своему кабинету, и в ее глазах горел огонь реформатора. Мы не можем и не должны быть просто пересылочными пунктами, этакими сортировочными станциями на пути в областной центр. У нас должны быть свои сильные стороны, своя, пусть и узкая, но жизненно важная специализация. Максим сидел напротив нее, внимательно изучая разложенный на столе предварительный план нового хирургического отделения. Я полностью согласен. И предлагаю начать с создания системы удаленных консультаций и телемостов. У нас уже есть уникальный, выстраданный опыт, которым мы можем и должны делиться с другими такими же маленькими, затерянными в глубинке больницами. Камила остановилась у окна, посмотрела на него пристальным, оценивающим взглядом. «Знаешь, Максим, когда ты впервые появился здесь, в своей потрёпанной штормовке, с рюкзаком за плечами и дикими волосами, я подумала, господи, очередной чудак поболтает о высоком и исчезнет так же внезапно, как и появился. А теперь...» Она не стала договаривать, но в её усталых умных глазах читалось то, что не требовало вербального выражения. Безоговорочное признание, глубочайшее уважение и самое что ни на есть искренняя человеческая благодарность. «Областной департамент», — продолжила она, возвращаясь к деловому тону и садясь в кресло, официально одобрил нашу программу развития. Выделено финансирование на закупку оборудования и целых 5 новых ставок. Они даже, представляешь, согласились на наше предложение по экспериментальной программе обмена опытом между районными больницами. Наша маленькая, ничем не примечательная больница становится неожиданно центром инноваций. «Не думаю, что дело в самой больнице», — усмехнулся Максим, откладывая бумаги.
Скорее, в ее невероятно пробивном и мудром главном враче, который обладает талантом убеждать самых чёрствых чиновников в необходимости перемен. Камилла Васильевна смущенно улыбнулась, отмахнувшись от комплимента, а затем стала вновь серьезной. «Так вот, вопрос в лоб. Как ты смотришь на то, чтобы занять должность заведующего этим новым отделением? Официально. Со всей сопутствующей ответственностью, отчетами, совещаниями и прочей бюрократической волокитой». Максим помолчал, глядя в ее честные, уставшие глаза. Еще месяц назад он бы, не задумываясь ни на секунду, отказался. Ответственность, привязка к одному месту, бумажная рутина — все то, от чего он бежал все эти годы, скитаясь по самым горячим точкам планеты. Но сейчас... «Я согласен», — твердо сказал он. «Но с одним главным условием. Никаких компромиссов в вопросах лечения пациентов. Никакой внутренней политики, интриг и иерархии, когда на кону стоит человеческая жизнь. Только медицина, только пациент». Камилла Васильевна протянула ему через стол руку для рукопожатия, и в ее ладони была вся сила их негласного договора. По рукам, заведующий Юдин. Год пролетел с той скоростью, с какой пролетает всего один по-настоящему насыщенный и осмысленный день. Максим снова стоял на крыше больницы, на этом своем особенном месте, ставшем для него и убежищем, и своеобразной кафедрой для размышлений. Но сегодня он был здесь не один. «Поверить не могу, что нашему Максимке уже целых 3 месяца», — сказал Кирилл Евгеньевич, который, к изумлению всего медицинского персонала, легко поднялся сюда по лестнице вместе с ним. Настоящий богатырь растет, глаз не отвести. Их неспешную мужскую беседу прервал настойчивый звонок мобильного телефона. Кирилл, извинившись, достал аппарат. «Да, Надюша. Нет, мы все еще на крыше. Да, доктор показывает мне город с высоты. Нет, я не забыл про лекарство. Выпил прямо перед выходом. Да, родная, скоро. Скоро спустимся, не волнуйся». Он набрал телефон и виновато улыбнулся Максиму. И в этой улыбке была вся глубина их спасенной жизни. «Жена никак не может привыкнуть, что я теперь совсем здоровый человек и могу себе позволить такие вот небольшие прогулки на свежем воздухе». «Это абсолютно нормально», — кивнул Максим, и в его глазах светилось понимание, выстраданное годами наблюдений не только за физическими, но и за душевными ранами. Ей потребуется время, возможно, даже больше, чем вам самому. Когда человек долгие месяцы изо дня в день живет с гнетущей мыслью о неминуемой, неизбежной потере, его душа привыкает сжиматься в комок ожидания горя. И ей очень, очень трудно сразу, по мановению волшебной палочки, расправить плечи и безоговорочно поверить в счастливый исход. Они помолчали, оба глядя на открывающуюся с высоты панораму города, расстилающегося внизу у их ног. Кадников лежал в мягком золотистом сиянии сентябрьского солнца, такой маленький, уютный, и весь как на ладони, с причудливой путаницей узких улочек, разноцветными крышами домов и сверкающей на горизонте узкой лентой неторопливой реки. «Я должен сказать вам еще кое-что, Максим Олегович». Снова нарушил молчание Кирилл Евгеньевич, и его голос дрогнул от сдерживаемых эмоций. «Мы с Надеждой... Мы невероятно до слез тронуты тем, что вы с Кариной назвали вашего сына в честь меня». Он запнулся, подбирая самые точные, самые проникновенные слова, но не нашел их и закончил просто. Это большая честь для нашего всего рода. Честь, которую я не заслужил». Максим мягко улыбнулся, глядя куда-то вдаль. «Знаете, это решение было целиком и полностью Карины. Она сказала, что это имя... что оно должно всегда напоминать нам всем о самой главной победе. Победе самой жизни над смертью. Надежды над отчаянием». Внизу центрального входа в больницу показалась знакомая фигура Карины, катившая перед собой изящную коляску. Рядом неспешной, немного взрослой походкой шел ее старший сын, 15-летний Миша, долговязый угловатый подросток, в чьих умных, внимательных глазах уже тогда читалась серьезная, выношенная мечта — стать военным медиком, таким же, как его новый отчим Максим. «Нам пора спускаться», — тихо сказал Максим, бережно положив свою сильную, твердую руку на старческое, но все еще крепкое плечо Кирилла Евгеньевича. «Вас там, я уверен, уже заждались. И обед, наверное, стынет».
Спускаясь по крутой больничной лестнице, Кирилл, придерживаясь за перила, вдруг снова заговорил, и в его голосе звучало неподдельное, живое любопытство. «Скажите честно, Максим Олегович, а вы не скучаете иногда по своей прежней жизни? По тем самым приключениям, по этой экстремальной, на грани фола медицине, где от вашего решения за секунду зависит все? Максим на секунду задумался, пропуская его вперед. «Иногда... да, честно, иногда скучаю», — признался он, не скрывая своих чувств. «Но потом я захожу в палату к пациенту, которого мы с Егором Павловичем только на прошлой неделе вытащили с того света, или вижу, как вот этот самый молодой ординатор, Антон, впервые самостоятельно, без единой подсказки, проводит сложнейшую процедуру, используя ту самую технику, которой я его научил. Или же я просто возвращаюсь вечером домой, в тот самый дом с широкими подоконниками, где меня ждет Карина, Миша и наш маленький Кирюша. И тогда я с абсолютной, кристальной ясностью понимаю, что нашел здесь, в Кадникове, нечто неизмеримо более ценное, чем все адреналиновые всплески прошлого». Они вышли во внутренний двор больницы, который за последний год неузнаваемо преобразился. Здесь появились новые, удобные скамейки, разбиты аккуратные клумбы с еще цветущими осенними астрами, и даже журчал небольшой, но такой жизнерадостный фонтан, подарок от одной бесконечно благодарной семьи, чью дочь они спасли все вместе. «Я пришел сюда совершенно случайно», — продолжил свои размышления вслух Максим, уже направляясь к Карине и коляске. «Я искал всего лишь тихую, спокойную гавань, где можно было бы переждать внутренний шторм, залезать старые раны. А нашел место, где я на самом деле нужен. Не там, где грохочут взрывы и свистят пули, а там, где обычные, простые люди живут своей обычной мирной жизнью, и эта жизнь иногда оказывается на волоске. И теперь я знаю твердо, иногда величайший, самый незаметный со стороны подвиг — это не громкая слава, а просто быть рядом. День за днем, делая то, что ты умеешь делать лучше всего». Он подошел к Карине, нежно обнял ее за плечи и заглянул в коляску, где под теплым одеялом безмятежно спал, посапывая, его крошечный сын. Новая, только что начавшаяся жизнь, названная в честь жизни спасенной, возвращенной из небытия. Совершенный, бесконечно красивый круг бытия. «Новое отделение торжественно откроют ровно через месяц», — тихо сообщила Карина, прижимаясь к его плечу и следя за его взглядом. «И представляешь, Роман Савельевич Волков лично обещал приехать на церемонию. Со всей своей свитой». «Чудеса!» — тихо, с легкой счастливой улыбкой произнес Максим, глядя на бескрайние ясные просторы неба, над маленьким, ставшим таким родным городком. «Они действительно случаются. Нужно просто не бояться в них поверить всем сердцем». Каждый человек хотя бы раз в своей жизни оказывается на перепутье, где судьба предлагает ему выбор. Максим Юдин, блестящий военный хирург, сделал свой, непростой и многим непонятный путь. Он добровольно отказался от головокружительной, героической карьеры, променяв ее на тихую, на первый взгляд, неприметную гавань провинциальной больницы. Променял ли он при этом большее на меньшее? Или, может быть, спасая сотни людей в дымящихся руинах горячих точек, он бессознательно упускал нечто главное — возможность видеть, как его работа меняет не только тело, но и самые души, сплачивает семьи, выстраивает заново целые жизни, даруя им второе рождение. А что бы выбрали вы, окажись на его месте? Героическую, полную опасности и вечного драйва миссию, где каждый день приносит спасение десяткам, но где ты никогда не увидишь полного, настоящего исцеления и не услышишь тихого спасибо за чаем в уютной гостиной. Или же тихую, но прочную пристань, где ты можешь не спеша, вдумчиво и полностью изменить судьбу всего одного единственного человека, а вместе с ним и судьбы всех, кто его любит, даря им самое бесценное — будущее. Какой момент этой истории затронул струны вашей души сильнее всего? Может быть, самая первая напряженная встреча Максима с больничным эстаблишментом в лице Егора Павловича? Или тот леденящий кровь, наполненный цейтнотом миг в операционной, когда жизнь Кирилла Евгеньевича буквально висела на волоске, а скальпель в руках хирурга решал все.
А возможно, тот тихий, откровенный разговор с Кариной на крыше больницы, где прозвучала простая, но такая глубокая мысль о разных видах спасения. Спасибо, что прослушали эту историю до конца. Если она задела струны вашей души, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Впереди еще много откровенных разговоров о жизни, выборе и чудесах повседневности. Ваши мысли и комментарии бесценны. Напишите, согласны ли вы с решением Максима или выбрали бы другой путь. До новых встреч в эфире, где всегда есть место надежде.